Так, раз. Ну что, погнали. День второй за Дворфа. По сути, наверное, сегодня планирую... ну, то же самое, наверное, да, буду делать. Так, сейчас, секундочку, сделаю последнее приготовление. Так, ну вот, вроде все. Поток идет. Так, что я хотел сделать в эльфийской локации? Подзаработать на голды, да, точно. Возьмусь за квестик. Tears of the Moon. Там за квест, по-моему, 10 серебра дадут. Да, в общем. Подзаработаю денег, и у меня что-то выпало. Я положил банк. У меня выпал лук. И, соответственно, на вырученные деньги я обучусь владению луком. Куплю стрелы, колчан, все дела. Но там уже буду чередовать. Если будет выпадать ружье лучше, чем лук, то, соответственно, буду менять обратно на колчан, на патроник и патроны. Сделал, в общем, квест, потом вернусь в Волвинский лес. И, в принципе, ну что, сделал все эти квесты, наверное. Все подряд. Плюс продолжу фармить профу, конечно же. Это must have. Перед тем, как я отправлюсь в западный край, я постараюсь апнуть профу как можно выше. Ну и, конечно же, у меня в планах посещение локации хай-эльфов. Поэтому там уже будет кастомный контент. Эксклюзивный, не знаю, если кто не видел, посмотрит. То есть я еще туда не заходил, на этом ханте. Только предварительно был вот на предыдущем своем персонаже Паладине. Частично видел, что там. Такая скромненькая локация в стиле Бладельфов, просто перекрашена в другой цвет. Ну, интересно сделано, молодцы, разрабы. Так, призовем кабанчика. Пока будет бежать со мной, буду его пока попутно еще и кормить. В принципе, майст. Почему здесь не показывает? Я могу сейчас сделать квест на эскорт пантеры этой майст. Только странно, что вот квест-хелпер не показывает этот квест доступным. Намеренно это или просто очередной баг? Тут, конечно, я не знаю. Так, а сейчас у меня... Да, у меня нет все тоже стартовое ружье, блин. Какой позор. Так, слева по курсу скоро начнутся логово гарпий. Да. И если не ошибаюсь, там есть, по-моему, два места, где спаунятся сундуки. Так. Где-то один из них, вот, по-моему, вот тут вот должен быть, плюс-минус. На поле. Тут еще какие-то яйца, я так понимаю, это яйца гарпий. И я предполагаю, что где-то вот сундук должен быть вот в этих полях один из них. Вроде бы. Но я его редко видел вообще в целом, вот пока играю вообще в Warcraft, да. А второй вот здесь вот всегда стоит. Вот тут вот. Но его тоже, смотрю, его нету. Ну ладно. Sentinel Аруния. Clouds Break. Ну-ка. Возьмем у нее квест на гарпий. Он простенький. Да, пофиг, возьмем. Потом вернемся сюда. Уф. Найтсейберы. Чуть не наткнулся.
Так, возле этой реки я знаю один или даже целых два рарника, вот этих вот элементаля. Один раз я даже видел его живого и смог, соответственно, зафармить. Но как правило, вот эти вот рарники лоу-левела, да, 10-го, вот, примерно плюс-минус такого, они особо никакой шмотки такой ценной не дают. Может быть, какого-то белого качества дадут. Поэтому не считаю нужным охоту за подобного уровня рарками. Так, что у нас тут про телевидение пишут, я не понял. Опять начинается всякая хрень с политикой связанная. Блин, вот не люблю, мне вот не нравится как-то. Хоть и гильдия очень выгодна, с той целью, то, что можно вот попросить кого-то помочь. А, не, погоди, это же Still Alive. Блин. Что-то я совсем отрубился от внешнего мира. Забыл то, что я хардкорщик. Просто параллельно тому, что я играю за хардкор, я еще параллельно играю вот за обычного персонажа. Точно, точно. Это Still Alive, надо помнить. У меня одна жизнь. Блин. Так, покормим. Покормим нашего кабана. Ладно. Взяли, так взяли. Пойду тогда фармить гарпий. Так, тут у нас сундуков нету? Не, вроде нет.
А это так, чисто на минутку забежал сюда. Я просто вчера... Я не помню в каком моменте. По-моему, когда делал квест на кольцо вот этого, да, кастомное, Тельдрасиля. Я бил последнего моба по квесту. И с него выпал лук. Я его закинул в банк. А у меня как раз ружье вот чисто с первого левела. А там лук для 10-го левела. Такой гигантский апгрейд. Надо научиться стрелять из лука, но у меня голды не хватает. Ну, серебра. Поэтому я решил вот парочку квестов сделать, чтобы накопить денег. Обучиться луку, купить стрелы, колчан. Поэтому вот чуть-чуть так решил здесь остаться. Совсем ненадолго. Как раз вот взял просто один квест из Дарнаса. На паука. Вот уже сделал, осталось сдать. 10 серебра получу. Да, за Ханта это просто кошмар. Мне кажется, что когда ты играешь за хардкор еще, в хардкор режиме, то как будто ценник повысили специально. Но Хант, это да, я согласен, это просто какой-то кошмар. Хант, Паладин вроде тоже плюс-минус такой дороговатый. И Друид, я помню. Это просто что-то с чем-то. Такие дорогие классы. А вот ты знаешь, я вот как-то не припоминаю, чтобы у меня были проблемы с голдой с прошлым Хантом. Вот честно, не припоминаю. Как-то вот мне удалось избежать так, что вот я при каждой покупке следующих обилок, на каждом вот втором левеле, все было окей. Я оставался хотя бы при каком-то минимуме. Но тогда у меня и стартовое оружие было другое. У эльфов-то лук постоянно стартует. Я так думаю, если бы я качался в Дунмароге, то там, наверное, за какой-то квест получил бы ружье. 100%. Но я этого не знаю. Я квесты не знаю в Дунмароге, поэтому... без понятия, за какой квест я бы там условно получил бы ружье. Да, была алхимия, но я ничего особо не делал. Я просто нафармил там цветов до навыка какого-нибудь 31-41 плюс-минус, вот так вот. И всю траву складировал у себя в банке, не более. Не знаю, вот почему так получилось, кстати. Может быть, что-то вендору продавал, прям такое, что вот была копеечка всегда. Так, что-то как-то не падают эти ремни. Но сейчас тоже неплохо вот выбил какую-то на Fire Resist. Шмотку просто с трэша. Продам. Плюс 3 серебра. Так что еще в плюсе останусь. Сегодня специально отведу такой день под фарм. Все квесты сделаю. В Элвинском лесу пофармлю кожу. Денежку пофармлю. Чтобы же потом какой-нибудь западный край уже идти мажором. Так, 5 из 6. Ништяк. Так, ну в принципе, наверное, больше не буду делать тут ничего. Хотел еще сделать эскорт, квест на тигренка. Но его перед носом прям забрали. Поэтому ладно. Это сдам и все, и пойду. Ну тут, знаешь, тут еще как повезет. Может быть тогда, когда я играл вот за эльфийку, может быть тогда мне и повезло там на всякий шмот, там зелень, прочую фигню. То, что я помню, я еще даже лутал какие-то шмоточки, которые потенциально можно было продать другим игрокам. Но никто не хотел покупать. И в итоге я просто, ну ладно, пофиг. Продам ему вендору. То есть настолько у меня было как бы такое пофигистическое отношение
к моему запасу серебра. А вот тут, ну, такое. Вот у меня сейчас какой, 11 левел. Зеленых шмоток, ну, маловато. Ну, хотя обычно не должно быть много зеленых. То есть, по сути, вот 2 кастомные шмотки, посох дробителя. На том ханте у меня был кинжал, по-моему. За квест. Кинжал и латерна тоже за кастомный квест Золотоземья. И этот нагрудник тоже кастомный. Так, о, шкурку можно снять. Отлично. Так, 61. Неплохо. Так что тут как повезет с дропом. Правда, я удивлен, что вот как-то... Мне кажется, что все-таки, наверное, админы подкручивают дроп сумок. Вот 6 слоток. Так что вот они до 6 уровня точно выпадают. Там хотя бы 1-2. У меня просто как-то был один случай, что вот я играл, вот не помню на каком сервере. И вот я прям долгое время, где-то, может быть, даже до 10 левела играл. И сумка ни одна просто не выпала. Я вот бегал с одной вот базовой этой сумкой. Это ужас был. Постоянно нужно было что-то продавать. Очищать. Здорово, Макар. Что делаешь? Во что в этот раз играешь? Я подумал зайти, кстати, к тебе в Дискорд, но потом передумал. Наверное, буду мешать. Фармить. Работать. Новый сезон. А, погоди, это новый рейд, да, выпустили? Я там смотрел трейлер. Продолжение углей на Нелтериона или что-то типа того, короче, хз. Понял. Ну, наверное, очень интересно. Контент. Хотя, что тут говорить о контенте? Я вот уже в какой раз качаюсь с нуля. У меня такое ощущение, что я в Warcraft играю не для лейтгейма, а тупо для того, чтобы из раза в раз качать нового персонажа. Это одновременно меня и расстраивает, и вроде и по кайфу. Хз. Я, походу, какой-то дебил. Или сумасшедший. Это, кстати, пиздец было. Это вот такой... Блин, найс денек. Я уже распланировал его, знаешь, вот на час, вот на весь стрим вперед. Там пойду в подземелье, все квесты собрал. Думал, сейчас вот выучу новую способность для своего кабана. Приручил для этого паука. И потом, бац, там начинают спауниться. Бля. Кринги. Думаю, ну ладно, охотник, изи, дойду до 60-го. С первого раза мой первый хардкор челлендж. А хрен там было, оказывается, это чуть-чуть сложнее. Поэтому советую тебе даже попробовать. Чисто ради прикола. Насколько хватит? Я смотрю, там на официалке тоже его сейчас активно продвигают, хардкор челлендж.
Ля, наконец-то я богат. Целых 24 серебряных монеты. Так, а у нас сейчас сколько? 2700 онлайн. Из них 700 хардкорчиков. Понятно. Неплохо. И типа рассчитываешь стать богачом? Какие там расценки, если не секрет? Так, хотя погодь. Может быть я... Сейчас, секунду. Ты же в Дискорде сидишь, ты там занят, я могу? Или не стоит, вы там чем-то заняты? А, я смотрю, ты один там. О, Здорово. здорово, здорово. Сейчас я секунду музычку поставлю потише. О, вроде нормально. Чё, как там? Как там в Варкрафте? Ну, только сезон начался. Чисто сидим с 10 вечера. Ярим. ПВЕ контент, да? Хуярить. Ну да. Надо одеться. Да, с такими фриками сейчас как в данж пошел с ЛФГ. По челу пишу, надо на боте, короче, он начинает засасывать всех. И ты должен, ну кто-то один должен все-таки, чтобы он его засосал. И типа, если он не засосет кого-то и не начнет его жрать, Угу. босс в энрейдж впадает. 200 там процентов урона или 150 и 100% скорости к обилкам. Ну, короче, он в энрейдж впал. Бля, один раз запулили. Чел даже танк. Ну, танк это должен делать первый, потому что типа его бьет. Он там сидит, дефается внутри. Ну. Этот придурок один раз не залез. Специально убежал. Босс в энрейдж впадает, и он такой: ой, вы что-то не то делаете, ребята. Вот, надо было, кажется, ада вбить. Понял, а босс просто его херачит. У него там небольшая уешка есть, если без энрейджа. Но он бьет не сильно. А тут он просто херачит всех этой уешкой. Второй раз я напишу ему по-английски: You need to be eaten. Так, погоди, а это ты на Америке, да, играешь? Да. А, бля. Тебя надо... Ну, я же нормально написал, правильно? You need to be eaten or boss get enraged. Ну Или да, не так? по сути правильно, Я да. не знаю. Блять, второй раз. Он один раз залез туда. Все, типа, босс его сожрал первый раз. Второй раз убегаем. Придурок опять убегает. Мы 3 раза вайпались. Я 3 раза этому уроду пишу: ты должен внутрь босса залезть. В чем твоя проблема? Степ. Блин, Он ЛФГ. ливнул, срач был с ним в чате. ЛФГ. Ну ладно, это ЛФР, это, блин, это просто отдельная каста игроков. Туда лучше... Блин. Не знаю, Я я... ему еще линкую с вот этого, тут же журнал есть боя. Ну, точнее, типа, небольшое описание боя, что должно быть. Я ему пишу, линкую оттуда. Блять, там написано красным, типа, восклицательный знак. Если он никого не съест, он впадает в энрейдж. Так, блин, это же есть путеводитель. В Варкрафте я встроенный, там же пишу, обилки иди все видео. написаны. Да, так оттуда линковать можно через shift еще. А, ну ты вообще офигенно. Хуйня вообще. Блин. Я еще потом сижу такой, прям, может, я что-то не так написал. В Google переводчик пишу: ты должен быть съеден. Что Ну не съеден, так? да, Всё Итан, ясно. конечно, все понятно. С третьего раза, ну не знаю, можно было уже понять. Блин, ну у меня ЛФР, хз, я пару раз как-то давно пробовал, но ну плюс-минус нормально. У нас просто люди знали тактику, и плюс, ну что там, ЛФР был это замок Нафрия, я помню. Единственный, который хорошо помню.
Но ребята хорошо загирены, все тактики просто знали. И я, по сути, на АФК вместе с ними прошел, и все заебись было. Я в А так? предыдущем рейде на ласта ходил вот в этом ЛФРе. Там, где дракон, короче, такой. Разагеш, я не помню, как его. Рашагет, да. Ну, я зашел, ты понял, типа, в ЛФРе, когда вайпаетесь, вам бафчик дается на 5% хп, хосты и урона. А, чтобы прошли, да, босса? Чтобы когда-нибудь прошли. Да. Я зашел на 4-й их попытке. Убили мы на 9-й. Е- То есть у нас Бля. 5 там или сколько процентов хп было, хосты и урона. Это плюс дизмораль, по-моему, мне кажется, это вот на таком вот плюс 45 А бонусе. Там же автоматом челы туда-сюда их. Одни вышли, другие зашли сразу. Там никто А, на месте не ну, в задерживал. принципе, мне кажется, ты знаешь, это типично. Вот, по-моему, англоязычные игроки так и делают. Чуть что не получается, там пару попыток, они сразу ливают, не? Тебе так не кажется? Или вру так же? Вру тебя еще отхуесать. Ну ладно, может быть. Мне просто кажется, что ру они побольше еще попытаются, постараются там доиграть. Но тоже потом могут, конечно, бомбануть. Блин. А ЛК что? В ЛК застой? Как-то мне кажется, что Лич Кинг вообще умер. Колда порублю, все, я перестал ее фармить. А что там последнее вышло? Ульдуар, по-моему, не? Да, Или- там уже этот, ну не этот, ПТР пошел испытание крестоносца. Ага. Понял. Его вчера или позавчера запустили, то есть рейд через месяц будет. Новый. Бля, мой аккаунт этот дурацкий вообще никому не нужен. Понял, 7 чаров, 2 роги, 2 мага, друид, варлок, еще паладин. И, Мгм. короче, никто, блядь, не хочет эту хуйню покупать. Ну, мне кажется, Warcraft все. Потихоньку. Скорее всего, челам никому нафиг не нужен аккаунт с 7 чарами. Типа, они хотят там какого-то одного, понял? Чел хочет там на друиде поиграть, и он ищет друида. А то, что мой аккаунт там стоит, он даже не продается в половину цены. Ну, короче, 7 на 100. И делить Понял. на 2, типа, что если каждого чара в 2 раза дешевле продавать по отдельности. Блять, это никому не надо. Получается, столько зря сил потратил. Не, ну я же на него фармил. Я просто хочу от него избавиться побыстрее. Вряд ли там уже что-то будет вообще. Да. Так это насчет хардкора, я тебе серьезно говорю, попробуй. Вот я не буду я играть. Когда, типа, знаешь, ну вообще делать нечего. Там скоро выйдет, кстати, что-то. Нужно заанонсить вроде. По поводу классики. Да, я что-то там видел. Ну, не смотрел. Да, не знаю, что они там классика это дополнительно дерьмо, могут. Я не буду играть. Ну Ни за так что. можешь попробовать на том же сервере, что и я. Тут все-таки попроще. Учитывая, что каждый класс переработан в той или иной степени. Ну и плюс Это кастомный правда контент заходит? есть. Тем более это бесплатно, тебе платить не надо. Да нет, ну сама игра, ну это же неинтересно ни капли. В смысле? Ну в прямом просто бред какой-то. Ну ты прикинь, вот даже в самой Жалко, стартовой блядь, локации, Shadow Ball. в самой стартовой локации с первого левела, даже там добавляется хотя бы один кастомный квест уже, просто дополнительный. Это шедевр! Дополнительный лут. Система ЛФГ, кстати, она чем-то напоминает, походу, Личевскую тоже, просто сбор группы. Ну и все, наверное, да. Как там в Личе? Я забыл. Просто сбор группы и в данж не, Эти не фигни делает до ТП, сих да? пор Да, они до сих пор не включили эту хуйню. Что все сдохнет скоро, а они ЛФГ не включили. Ну вот у нас что-то типа того, правда, она немного багнута, но ладно. Блин, вот не понимаю, да, зачем они вот ввели какую-то хрень.
Лучше бы сразу поставили ту самую ЛФГ, которая была. Это прям, по-моему, вообще золотая середина. Нет системы лучше. Блин, как же деньги быстро уходят. Сейчас просто взял, патроны на стрелы поменял, выучил лук. Носить все, я снова бомж. Просто купил его. Просто что? Купил, да. А, да. У нас тут, кстати, их просто дофигища. Этих спамеров. А на всех этих серверах таких, это же эти челы продают, главное. Думаешь? Ну, конечно. Чё, блядь, То есть одни админы две продают... кнопки нажал. Одни админы продают, вторые админы их банят, что ли? Нет, те, которые продают, банят тех, которые не они. Что скажешь? Ну, Ночью их честь. вот китайским игрокам куда-то же надо было пойти. Может быть, они вот теперь думают, что вот это вот хорошая идея продавать в пиратских серверах голду. Мне знакомые рассказывали, что типа вот на всех пиратках этих крутых, классических, всех этих ботов, блядь, которые всякую хуйню фармили, типа, это просто чуть ли не инстантно банилось. А тут челы на этой... Мне кажется, на Америке Ну, это прям ничего проблема вообще большая, не? Да везде, ты в Марадон на какой-нибудь классике сходи, посмотри. Я К это... Марадону подойди, сколько там ДКшников стоит. Я посмотрел видос Османголда, который... Он там смотрел видос чувака, который Кашел, знаешь? снял видео от перспективы, как будто ты был бы новый игрок, который хочет попробовать Warcraft. И там он начал в острове изгнанников, да, ну, для новичков. И там просто тут же с первой же сцены, где показывают корабль, который плывет на эту экспедицию, просто большим таким окном с текстом китайским голдселлеры уже спамят прямо на корабле. Продажа золота... не золото, а прокачка именно. То есть уже вот прям с этого начинается все. Мне кажется, админам уже совсем насрать. Я такого не видел, кстати. Я имел в виду про классику именно. Ты к Марадону подходишь и смотришь, как там забегают ДКшники. Они идут с соседней деревни, понял, там продались и бегут обратно. Ну, на классике... Ну, блин, ну я давно играл, я последний раз играл на припатче. Хз. Я там в основном только БГ фармил. Здесь так у нас в чате часто пишут этим... Ставят аддон на другой цвет текста. И спамят сообщения, типа... Продаем голду, там загуглите такие-то слова и так далее и тому подобное. Игроки местные, короче, придумали фишку. Когда голдселлер это спамит, все игроки спамят слово «му». И вот так они заспамливают все окно чата, чтобы сообщения этого голдселлера не было видно. А админ тут же их банит. Ну, голдселлеров, соответственно, конечно. Я вот как-то смотрю в последнее время нормально. Когда я только начинал играть, пришлось добавлять их в черный список. То, что плохо работали, а вот в последнее время молодцы. Тут еще мут вроде стоит до 10-го левела. Они случаем не планируют сделать игру фри-то-плей, не? Не знаю. Вряд ли. Я- Это ничего почти что.
Я просто частенько вижу, как они любят всякие скидочки делать и Сейчас в WoW, бесплатные кстати, можно- выходные. Там сейчас месяц до июня бесплатно можно. Вот об этом, да, я и говорю. Так, погоди, до июня можно зайти, да? Да. О. А это Я касается имею в виду, только как ритейла? играет. Или вот ЛК Да. тоже? Вроде ритейла. Блин, жаль, я бы лучше вот ЛК, наверное, поиграл. Ритейл как-то что-то вот, блин, Dragonflight меня вообще не затянул. Прям, ну вообще. Еле-еле докачался ОДК. Не знаю, мне все нравится пока что. Ну, каждому свое. Сделали гринд ебучую убрали. Гринд в плане чего ты имеешь в виду? Какие-то эти вот Раньше дейлики? всегда надо было... Была какая-то, да, типа... какая-то репутация, которую ты должен выформить, чтобы получить крутые бонусы. Не Ну, это фармишь, помню, типа, ты да. проигрываешь. А теперь нет такого. Всякая репа, она нужна только для косметической ерунды. Не насрать и все, я ее не фармлю. Но это ладно, это позитивное изменение. Меня, допустим, бесило то, что в предыдущих дополнениях надо было фармить репу, допустим, для полеток. Это вот не Shadowlands, а, по-моему, Тоже убрали уже. Battle for Azeroth была. Недавно точно. Да. Shadowlands-то ладно, там надо было известность фармить. И проходить сюжетку. Вот этот дракон, кстати, которого добавили тут на островах. Классная штука. Дракон? Типа, начинаешь, ну да, тебе типа дают дракона вначале. Это, погоди, Вообще, это вот... по этим новым локациям ты летаешь на специальном драконе. А, ну это я знаю. Я же дошел до максимального левела. Нет, я про то, что это удобно, типа. Это не так, что там в каком-то втором сезоне только полеты были бы доступны. Хз, мне как-то, ну, такое, 50 на 50. На этих драконах там, блин, танцы с бубном иногда нужно, блин. Чтобы, не знаю, не приходилось опускаться, ждать, пока у него энергия восстановится. Надо таланты ему вкачать просто и все. Ну да, понимаю. Один раз на аккаунт нужно. Приходилось потом летать по всей локации, искать все эти штуки. Артефакты или что они там... Как они там называются? Я не помню. Я, по-моему, почти до конца прокачал его. Кастомизация, кстати, неплохая у этих драконов. Я, по-моему, на синем остановился. Мне больше синий понравился. В Фэре вот этот ласт босс выпал. Типа дракон видел ласт босса. А, я, кстати, тут смотрю, у нас на сервере довольно много русских игроков. Смотришь так русские имена. Русские гильдии тоже дофигища. Мне кажется, там на официалке русские сервера совсем уже умирают. Из-за известной ситуации. Интересно, даже какой там общий онлайн. То есть потом все украинцы играли на ру серверах или что? Ну, на ру серверах А, СНГ? нет, я не так сказал. СНГ. Смешно. Хотел сказать, типа, понял, все, кто играли, были украинцы. Там недавно какая-то новость на 2Ч форсится, что, типа, этого... Кто он, блядь, у них? Министр обороны, типа, его захуярили. Залужный. Залужный, я Я не знаю, это ж, походу, факт пока что, не? Ну вот я тут недавно в ТГ читал. Это я не помню, кто это, вагнеровцы или кто это вот.
все устроили. Не знаю. Да. И весь прикол, что там еще я сегодня видел, он тоже на Дваче, что типа он какой-то там какую-то встречу с НАТО, что-то там, короче, не пришел или что такое. Ну, честно, не знаю. Они там сначала заявили вообще о каком-то другом чуваке. И они говорили, мол, нет, типа, все нормально, что вы врете. Но Не подтверждений угадал, ничего да. не было. Никаких подтверждений пока не было. И точно так же сейчас вот про этого тоже говорят, да, про главнокомандующего. Но и также пока подтверждений официальных нету. Поэтому никому не стоит верить, наверное. Мне кажется, там, блин, эти фейкометы, они направо и налево. Сегодня, блин, просыпаюсь, по-моему, сегодня прочитал. В Израиле там херачат, пиздец. 400 ракет или сколько по Израилю? Палестинцы, блин, что творится? По палестинцам или... Наоборот, палестинцы в ответ. Сначала израильтяне типа бомбанули там по Палестине. Опять мирников, кстати, там ранили и поубивали. Причем детей, по-моему, тоже. Но всем, видимо, пофиг на это. Даже не дети Украины. Ну да, видимо, так. А теперь вот в ответку вот это вот пошло. И Да, железный я купон смотрел- справляется, кстати. Я смотрел какую-то фигню, да, про железный купол, что челам просто нужно очень много ракет, даже самых мусорных, запустить, чтобы он перестал, ну, типа, работать адекватно. Так и есть же, не? Ну, я думаю, мне кажется, вообще никакая противовоздушная оборона не может справляться на все 100%. Неважно, блин, какие-то могут быть там. Я не шарю, что там есть у России, по-моему, какие-то С-400 или что-то типа того. Вон, недавно же дроны прям в Кремле сбили. Это еще перед парадом было. Бля, как хорошо, что мы здесь живем, и нам тут заебись, тут тихо, никому не нужны мы. Хотя тут я видел тоже сообщение, блин, на 9 мая тоже всяких эксцессов именно в Даугавпилсе было. Там задерживали людей, которые цветы хотели положить и все такое. Блин. В общем, ладно. Блин, целый список квестов. В какой раз я уже буду делать эти квесты в Элвинском лесу, я уже не знаю. С ума сойти можно. Ты видел, как там чел какой-то, я не помню, какой у него никнейм, на хардкоре уже все на 60-м, там у него типа куски Т1 или Т2. Он бил каких-то мобов и... Я не знаю, специально ли он или мискликнул, он на руну эту нажал, которая хп в ману превращает. А, И убил себя. мне кажется... Погоди, а это на какие-то подборки надо смотреть надо, да? Я не помню, как его никнейм, да. Но он известный чел так. Классику там играл. Английский какой-то. Блин, ну так, я только подборки, вот те, что Тасмангол смотрит, я пару видел. Самая глупая смерть, я видел там прям хорошенько загиренного мага. Не знаю, что это за сет был, сейчас вот тут гляну в Атласлоте. Так, бля. FP Reward Sets Collection. Так, допустим, тир 1 посмотрим. Тир 1, маг. Наверное, full тир 1 у него был. Хотя это фиолетового цвета. Там, по-моему, синего цвета он был. Глянем тир 2. А, это прист. Так, сейчас. Да, по-моему, скорее всего, тир 2 у него был, по-моему, там плюс-минус full set или что-то типа того. Тир 2, тир 1. Вот такие хорошие шмотки. И он просто плыл из западного края на Зандаларские острова во Вьетнаме. Ну чё, это усталость?
Помер, потому что он плыл прямо вот под водой. Чуть-чуть там вот под воду окунулся и плыл под водой. И все, и просто показывали прямо вот на стриме, как он начал тонуть. ХП там сразу же по 500, по 600 единиц тратится, когда ты уже начинаешь задыхаться. И под самый конец он успел подпрыгнуть, но почему-то всегда Warcraft засчитывает там последние еще доли секунды то, что ты еще под водой. И поэтому он не успел, по сути. Он только выпрыгнул, и бац, все, умер. 60-й левел маг. Вот это вот прям вообще дебильная смерть. Там еще он эти сумки свои открытыми держал, у него там столько всяких крутых шмоток было в сумках. Просто такой идиот. Вот это вот я не понимаю. Умереть от падения, умереть от, я не знаю, ну, от драунинг, да. Это тут самые глупые смерти в хардкоре. Поэтому моя смерть еще, ладно. Могу оправдываться. Я вообще считаю то, что смерть до 20-го левела это зашквар. Дальше прошел, молодец. Вот я как раз до 20-го дошел. Сейчас главное переплюнуть. Или не нафидить еще раз? Что-что? Или не нафидить еще раз? Будешь паучка приручать? Ну вот теперь я глянул то, что вот способность, которая узнает способности у монстров нейтральных, она с 24-го. И поэтому подожду ее, и вот тогда уже гляну. Гляну все эти способности и буду приручать. Привет, Владимирус. А то так, блин, опасно. Там просто вся фишка была, то, что тот орк, который заспаунился в этом Красногорье, у него способность накидывать сетку. И когда они вот законтроливают питомца, тут же агрятся на владельца питомца. Просто как будто агро обнуляется. И вот они кинули сначала сетку, вот он на моего паука кинул сетку, и потом тут же на меня сагрился. И там плюс еще кондор. С другой стороны, и они меня в 2 смычка. Не успел обучить питомцу таунт. Просто что-то вот завис я немного там на пару секунд. Начал думать, что делать. С открытой вкладкой Beast Training. Вот так вот оно все случается. Как таланты? Ну, пока это только еще 12 левел. Тут особо о талантах особо, как бы говорить, так-то нечего. Ну, тир 1, допустим, планирует 5 очков вкинуть вот Improved Predator Respects. Чтобы вот был бы баф на всякий случай. Потому что в БМ ветке особо никаких бафов для самого ханта не будет. Поэтому хотя бы вот этот вот я ставлю, вот, допустим, 5 очков. В принципе, я даже сейчас могу включить калькулятор талантов для ханта. Сейчас, секунду. Так, охотник. Посмотрим. Так как это БМ Хант, ну не знаю, планировал бы я сначала, наверное, вот так вот. Я просто изначально там 1 очко вставил в дополнительный ХП для питомца, потому что у меня там были некоторые проблемы с выживаемостью. А так вот сначала, допустим, так. Начал ханта первый раз им играю. Ну, хант, да, нормальный выбрал. Для соло геймплея, когда можешь рассчитывать только на себя и питомца. Плюс он попроще, я бы сказал. Вот. Охотник, паладин, я думаю, они такие самые нормальные. Плюс еще ферал друид. А так вот, допустим, тир 2 талант, тут must have, вот этот вот. Improved Revive Pet, потому что сокращает воскрешение питомца. Мало ли, его завалят, и ты сможешь его быстрее восстановить.
Воскресить, точнее. Потому что без этого таланта воскрешение длится 10 секунд. Я думаю, в бою это будет невозможно 10 секунд прокастовать, потому что будут постоянно сбивать каст. Так, а вот тут вот эти вот, по-моему, 3 таланта, они, ну, такие себе. Армор, ну, хз. Я бы взял вместо армора вот тут вот 3 очка вот хп. Вот так вот. Это уже будет на 19 левеле. Тир 3 таланты, по сути, можно все взять. Тут уже по желанию. Допустим, вот Bestial Swiftness, увеличение скорости передвижения для питомца, ну такое. Я лично беру. Ну, как бы, не обязательно, наверное. А так, ну, под файдинг можно. Быстрее бегать в форме гепарда. Хоть и на черепахе, допустим, на сервере черепаха можно сделать квест на маунт на 18 левел. Правда, там нюанс небольшой. Там скорость передвижения у маунта будет такая херовая. Выгоднее в форме гепарда. С аспектом гепарда бегать за охотника. Поэтому, допустим, если вот не брать вот Bestial Swiftness, дальше, естественно, Ворон. Это прям тоже 100%. Тут вот дальше следующий тир тоже уже как хочешь. Но я бы, допустим, вот я буду так вот, фул. 5 очков, чтобы потом вот взять следующий френзи потом. А так, Improvement Pet как бы тоже хороший талант в том плане, вот как я тут только что говорил, если питомца законтролят, там, полиморф, стан или еще что-нибудь, то агро, такое ощущение, оно обнуляется и тут же все скидывается на тебя, на охотника. Поэтому вполне вероятно, что это подойдет. Вот тоже взять можно. Снимать какие-нибудь эффекты. Но фишка в том, то что... Тут, хотя... Интересно. Почему-то один из двух показывает 15% вероятность, а вот 2 из 2 показывают 50. Странно, мне казалось 30. Ну ладно. Ну хз. Как тут? Можно взять 2. Вот тут вот в этом тире я бы взял все. Тут просто без всяких комментариев особых. Чисто вот дополнительная обилка для стана, пассивное восстановление хп и восстановление энергии у питомца. Все полезное в ПВЕ. Дальше френзи. Тоже можно фул. Можно не фул, не знаю. Хочешь, я бы фул взял. Ну и, конечно, последняя способность. И что тут у нас остается? 18 талантов. Ну, тут уже... Я не специалист, кстати, в охотниках. У меня особо не было никогда максимального левела, поэтому тут дальше как хочешь, на усмотрение. Можно прокачать стрельбу, допустим. Не знаю, вот, допустим, так. Сократить ману. Затраты маны. На что-то. Тут что у нас? Крит. Ну, крит хорошо, окей. Плюс 5 крита. И, допустим, вот еще рейндж. Расстояние выстрела увеличить. Если хочется взять дополнительную обилку, вот, можно взять aimshot. Это так, тоже выборочно, я бы сказал. Я, допустим, не собираюсь ее брать. Зачем? Потому что где-то с 40-го там какого-то левела на черепахе Ханту дали способность из БК, из Burning Crusade, выстрел еще один, вот, который есть у него БК. Поэтому, ну, тут такое себе, поэтому не знаю, нужна ли лишняя еще обилка. Чисто как филлер в ротации, да, может быть. А так, что тут 5 очков. Выживание, я вот выживание вообще никогда не рассматривал, допустим, вот. Как потенциальную ветку для прокачки. Вот ЛК, да, когда там был взрывной выстрел. Еще там какая-то способность была. Вот, офигенная ветка была, мне нравилась. А так, фигня. Поэтому, ну не знаю, можно, допустим, добить вот так вот. Чтобы было 5 талантов здесь у питомца, 5 талантов здесь. И последний пункт уже как хочешь. Допустим, в тот же выстрел, да, вот так вот можно сделать. И, соответственно, ну, как-то так. Допустим, одна из
веток развития. Если вот такое нравится, то можешь заскринить и смотреть. То есть прокачиваться вообще в целом я советую через Бистмастере. Через питомца. А потом уже на 60-м вроде как говорят, что больше нужна стрельба. Лучше подойдет стрельба марксменшип. И остатки талантов уже там, не знаю, как хочешь. Да, как-то так, пожалуйста. Так. Так, все, я тут... А ты там сейчас проходишь какой-то новый контент, ты говорил, или что? Или только готовишься? Да. Нет, уже Рейд. новый контент. Рейд, но я думаю, что я хочу новый. А, я не хочу рейд. Кем мэнишь? Надо будет рейд, там сет падает. Кем там мэнишь или так? Пофиг вообще. За всех подряд. Я на Саброге. 2 кнопки нажимаю. 2 кнопки? Вся ротация? Ну да. Что-то немножко напоминает. Либо в соло Попахивает цель, классикой. Ну типа, либо в соло цель жмешь 2, либо другие 2 в ауе. Хотя, в принципе, если вспомнить Frost DK, то у него похожая фигня. Там чисто бурсты ставишь. И что там? Obliterate, Frost Strike. И когда прокает, еще одна там какая-то обилка. Все, по-моему. Я поэтому за Frost DK играл, потому что у него мало кнопок. ГКД вообще тоже минимальное количество. Все бурсты можно просто в один ГКД вставить. И тут было самое приятное. Блин, прожорливый кабан. Так, а какой у него уровень доверия? Понятно, только 2. Теперь все понятно. Я тут, кстати, утром посмотрел видос про альфу. Альфу Варкрафта. Там, оказывается, паладина вообще пипец как занерфили. Сколько способностей у него удалили. Там куча различных аур было. Еще какие-то способности интересные. Батл рез вообще был и у шамана, и у паладина тоже. Как же грустно. Хочется вот увидеть, чтобы вот эти вот все способности у него были. Да, у меня сейчас такой мусор в пати. Это ужас просто. Тоже типа бурги какие-то, ну, сборная солянка или премейд какой-то. Да. Нет, я на твинке пошел ключ, грубо говоря. А ты не состоишь ни в каком статике там в гильдии, я не знаю, Хуёвые. хоть с каким-то персонажем? Ну мы вчетвером что играем, и просто они спать пошли. А,
Пиздец. А сколько вас всего? Только 4 играет там? Ну да, 5 в данж, 1 чел платит, 4 играем. Ну, главное, чтобы был танк и хил среди вас. Ну да. Все остальное фигня. Слушай, а в ПВП там есть какие-то новые введения? Не знаешь, не смотрел? Или ты не участвуешь в ПВП? Не знаю. Но сейчас же, по-моему, на ритейле можно спокойно, когда апаешь 60-й, можно спокойно одеться и на БГ, и в этих, в данжах. Типа не обязательно сначала одеваться в данжах, да? Это тут меня радует. Там ты можешь с аукциона купить зеленые там шмотки, на копейки стоят. Они так плохие, типа, но если ты в ПВП, ну любая типа ПВП ситуация, от них становится нормально. Но я видел то, что там еще скалирование идет. Это тут прикольно тоже. Сами PvP шмотки скейлятся. Блин, как же приятно, когда ощущаешь разницу в нанесении вот дамага на расстоянии. Я просто вот вплоть до 11 левела бегал на своем дворфе со стартовым ружьем. Просто вот с первого левела, которое было, стартовое ружье. Я вот с ним и бегал. И потом, бац, к счастью, выпало с трэша лук зеленый. Вот это я понимаю радость в классике. Так, сейчас, наверное, пойду туда. Слушай, у меня такой вопрос насчет ритейла. Прям вот серьезный. Ты это, за кого? За Абиссиана или за этого, за Черного Принца, как его? Савелиана. За черного. Как их, бля, зовут? Я сегодня... Кого короче, хотел поддержишь? послушать за черного принца. Я, короче, хотел сегодня послушать аудиокнигу по «Властелин колец». И чел там предисловие пока читал, и там было типа про этих, про хоббитов. Что они жили раньше в темнолесье. Знаешь, как он сказал темнолесье? Ну. Чернолесье. Я сразу этого черного господина представил. Блин. Черный господин, чернолесье. Да, черный да. принц. Я иногда поражаюсь, кстати, да, вот переводом и озвучки, вот дубляж, вот это все, как они переводят. Я сейчас вот пересматриваю некоторые фильмы с некоторыми популярными актерами, и вот просто вот вижу оригинальное название вот на экране и слышу, как они это переводят. Это просто вот иногда не понимаю, как они додумываются до такого названия.
Почему именно так? Так, погоди, а если серьезно, ты серьезно за темного принца? Или черного принца какого-то? Ну да. Да я просто ему эти ключи сдавал, да. А какие у них там разницы? Какая предвыборная кампания у Никакой. кого? Не знаю. Никакой. Я просто этого чела знаю. Поэтому ему сдавал. Ну вот я также, я когда вот делал там квесты за этих чуваков у черных драконов, я сначала думал, так, а кто такой вообще этот первый, который там, ну, Сабелиан или как там музыка? Собянин? Сабелиан, Абисиан. Собянин. А потом, оказывается, это он все-таки был уже в БК, вот там, где Острогорье, эти шипастые горы, локация в запределе. Это вот он там уже был, там квесты, походу, наверное, какие-то связанные с ним. Я первый раз про него тут слышал. Его тут в новых квестах проткнули копьем. Но он выжил. А. Кандидат от народа должен выжить. Черный принц. Так-то, конечно, он вроде звучал более таким серьезным. Все-таки он постарше, старший брат. Братишка. Ты аудиокниги слушал? Аудиокниги я слушал только когда учился для учебы. Русскую литературу, там, герой нашего времени, вот такие, знаешь, типа. А так вот, Я нет. по рофлу вначале Хоббита слушал. Сейчас надо вот «Властелин колец» послушать. Хоббит был, я не помню, 9 часов вроде. Но ты сейчас хорошую идею, кстати, подкинул. Я вот думаю, может быть, какого-нибудь Хоббита «Властелин тоже можно, колец». да. «Властелин колец», первая часть. Мужика... Я так и не понял, кстати, это вот эта первая часть имеется «Братство кольца». Там 11 часов. Очень много, не? Я Для 9, Братства я не кольца. знаю. Ну, хз. Да. А они как? Они же берут как первоисточник именно книги Просто профессора. читают книгу. Ну Да. да. Все там, я смотрел, он предисловие читал. Блин, ну, я бы тоже, конечно, послушал. Плюс я бы еще, наверное, послушал какие-нибудь книжки Мартина. И если есть возможность, может быть, по Вархаммеру что-нибудь. Это вот 3 вселенные, которые мне сейчас больше всех нравятся. Сейчас же этот Генри Кавилл будет снимать что-то, то ли фильм, то ли что. По Warhammer 40 тысяч. Он был режиссером. Ну да, вроде как. Это этот Геральт. Главным перцем. Это, по-моему, главная причина, почему он покинул франшизу этого дерьмака. Я, кстати, по-моему, не смотрел последний сезон. Сколько там вышло? 2-3? Я, по-моему, только 2 посмотрел. Ты сериал этот смотрел? «Властелин колец»? Кольца власти? Да. Ну, мы как-то обсуждали с тобой, по-моему, предпоследний раз. Я не помню, ты посмотрел или нет? Ну да, да, да. Смотрел. И, по-моему, ты вроде позитивно о нем отзывался, не? Ну там с третьей серии более-менее интересно становится. Не, ну скажем, лор, как они это подают, да, думаю, вполне интересно. А вот реализация вот боевых сцен, допустим, и некоторых персонажей, ну, мне кажется, немножко кривовато вышло. А так, ну, не знаю, мне кажется, этот сериал будет проходным каким-то, который не запомнят. Сейчас же это, кстати, сегодня вот смотрел утренние новости ММРПГСУ, видос, и там сказали, что в Голливуде бастуют все эти сценаристы, вот, и так далее. И один из немногих сериалов, которому это не помешает, это, конечно же, «Кольца власти». Потому что там свои
женские руки взяли весь женский состав, который там, кто там остался, режиссер, я не знаю, или что там. Я просто прислушался, и там, по-моему, все только женские имена были, прозвучали. Поэтому, думаю, стоит ждать что-то мощное. А так, допустим, вот остановили производство одного из ответвлений Игры Престолов про Дунка и Эго. Допустим, полностью остановили производство. Не знаю, что это за часть такая. О ней позитивно отзывался мой другой товарищ, который хочет это увидеть. Не знаю, мне как-то пофиг, я хочу больше про Север посмотреть. Там сиквел Джона Сноу вроде как тоже планируется. Правда, о нем вроде как особо ничего не известно. Тут это, кстати, еще же, оказывается, скоро будет следующая часть, я так понимаю, Прометея, наверное. Продолжение. Ты же в курсах, да, этой вселенной? Чужого. Прометей. Ну, Да, там. чужой. А последнее это было, где... Завет, Где с по-моему. корабля, да, скидывали? Да, Да, где да, с скидывали с скидывали. корабля этот. Да, мне понравилось, было классно. Ну, вот офигенная, да, франшиза. Хоть и в разборах, когда вот я смотрю на киноляпы, там всегда ругают за то, что команда корабля частенько любит всякие фиговые решения придумывать. Да. Да. Вот туда было интересно. Вот с этим, конечно, я соглашусь, но в целом сама франшиза интересная. Вот там новая часть, тоже вот производство уже началось, будет называться, по-моему, Чужой, Ромул и Рэм. То есть в честь основателей Рима. Или просто Ромул. Или Рэм. Короче, как-то так. В общем, в честь этих ребят. А этот главный чел будет? Дэвид? Робот. Да. Да, вроде бы да. Но он самый топовый. Да? Вроде бы должен появиться тоже. А так там из актерского состава, который был заявлен, вообще какие-то ноунеймы, причем они все такие молодого возраста, примерно как мы с тобой. Плюс-минус. До 30 лет. И среди них тоже будут играть роль андроидов. Покажут новый вид ксеноморфа, который был только в комиксах. Какой-то вид красных ксеноморфов, которые якобы самые умные и даже враждуют с остальными ксеноморфами. Так что, видимо, будет что-то интересное, я думаю. Надеюсь, по крайней мере. В отличие от того же Хищника, который просто превратился в боевик. Так, что у меня тут по сумкам? Опа. Заканчиваются места. Актуальная проблема номер 2. Это места в сумках. Сумки не падают. Не-не-не, сумки-то у меня есть. У меня две шестислотки и одна восьмислотка. 4-й слот под колчан. Просто уже мусор закидал мне. Почти все свободное место. Так, ну ладно, Это типа не можешь же, да, ничего покупать? Если не ошибаюсь, Аукцион. запрещено, по-моему, аукцион, да. А так торговля между игроками разрешена. Диапазон плюс-минус 5 левелов. Ни выше, ни меньше. Между игроками.
Нельзя вступать в группу, Какой-то, торговать, Ну, чтобы по-честному было. А так, по-моему, да, аукцион тоже запрещен. Я не пробовал сам, но вроде да. Так. Кстати, насколько мне известно, еще в этой вот на оригинальной классике у Близов почему-то стоит ограничение на хардкоре, то что ты можешь пройти какой-то конкретный данж только один раз почему-то. Вот это вот я не понимаю, что за дурацкое ограничение. Здесь вот, допустим, такого нету. Правда, тут я не знаю, ходить по данжам или нет. Доверять свою жизнь какому-нибудь хилу рандому как-то я не очень хочу. ты хан, тебе же вообще есть. Ну, как Ну, да, сказать. когда появится. Есть, знаешь, Ты так... можешь лечь просто. Ну, Feign Death, она появляется на 30 каком-то там левеле. На 30-м, может быть. Просто есть еще данжи, которые по размерам камерные, да, маленькие. Вот я вчера, допустим, я играю, у меня еще есть простой персонаж, тоже Хант, параллельно я играл, и вот попробовал пройти Shadowfen Keep, крепость Темного Клыка, и там же половина данжа буквально, там просто маленькое помещение, и тебе негде встать особо. И как-то уж очень неудобно. Поэтому такое себе. А с 1 по 10 ты вообще видел? Это было бы просто пытка для Ханта. Оказывается, самые чаще умираемые персонажи класса это как раз таки Ханты с 1 по 10. Покажи лук, который выбрал. Да, сейчас. Это вот это вот. Heavy Short Bow. Как раз таки для 10 левела. 10-20 дамаг. ДПС 6 целых. Скорость 2,5. Сколько? Это бис? Да, пребис. Пребис шмот для Molten Core. Следующий по списку идет Рок Делар. Соглы. Пока есть стрелы, все будет хорошо. Не, ну если серьезно, конечно, Хоть разница раз чувствуется. квест- Ну. Хоть раз квест на это делал, на посох и замка. Посох. Крестовский посох и замка. Престовский? который А, Анафема и Анафема и что-то такое. Benediction? Нет, нет, не Да. делал. У меня приста на 60-м никогда не было. Ну, У меня 60-й был только Паладин. Раза 3, наверное. И Друид 1, наверное, раз. Хант, по-моему, был 47-го какого-нибудь левела. Где-то плюс-минус так. Все. Других персонажей как-то я не хотел качать. у меня на классике первый чар был вот этот. Бис. Но у него там, блин, набор заклинаний прям вообще гигантский, я бы сказал. Это и плюс, и минус, мне кажется. Там В просто рейде панельки. ты юзаешь один. Это который AOE хил? Нет. Флешка? А у Ехил ты... Я не помню, ты же его только в этом, в ПК нажимали. А так, да, ты только флешкой хилишь. Серьезно? Она разве не жрет много маны? Жрет. Но хилит немного и немало, достаточно так, чтобы ты типа не оверхилил. Вот у нас был чел, я не помню, как его звали. Лич. Короче, у него был ник Лич. Вот он лучше всех хилил. А все, что он делал, это весь бой, что бы ни происходило, он хуярил это своих кнопок бегущих. У меня там мана заканчивалась, а он всякие руны жрал. Че он только не делал. Минмаксер какой-то. Да, зачем он это все делал, непонятно. Всем же похер.
Да, лук мне тут много чего, кстати, изменил. Я тут сейчас гораздо быстрее все зачищаю. А насчет престов, ну, блин. Что я хотел сказать? Да, минмаксинг это... Я не понимаю вот этих людей, которые прям вот тютелька в тютельку все собирают, там все эти бафы. Взял он эту Блин. анафему. Взял он эту анафему Ну. вторым. Ой, первым. Твою мать. Блядь, писар. Ты еще вот сказал, во, я вспомнил, Лич, игрок. Тут, короче, на черепахе есть долбоеб 20-го левела, охотник Undead, который ганкает в западном краю и в Элвинском лесу. Просто лоу-левелов ганкает. Сам он, конечно же, заряжен. По самое не могу. Там и тоже минмаксит своими зельями. Зелья невидимости. Free Action Potion. Вот это вот все. И гангает просто лоу-левелов постоянно. Нон-стопом. И я вот его как-то тут... Ну, я помню, тебе даже в Дискорде не писал о нем. Да. Ну вот, да, вот этот чувак. Я потом вот как-то вот наткнулся на него. Просто потому что качал еще одного перса. Ну реально, просто начал бесить. Игроки в чате тоже пишут, что именно вот этот вот чувак, именно он почему-то. Все остальные, ладно, ганкают и ганкают, пофиг. А вот он прям бесючий, токсик Надругался над трупом. и так далее. Думаю, ну ладно. Надо проучить его разок. В итоге получилось, что я там не знаю, сколько в итоге гангал в ответ. И все, блин, начал мне просто строчить весь ПМ в тексте. Типа, я сейчас буду писать админу тикеты. Уже был такой игрок, который также занимался этой хренью. Ты что? Тебе делать нечего. Писар, что Я опять случайно нажал, у меня бин стоит. это? Это звук скриншота был или что? Да он в Нет. саундпаде. Это звук А. фотоаппарата. А, прикольно, точно, я хотел как-то купить саундпад этот, блин. Надо мне тоже как-то приобрести его. Короче, рассказываю историю, чтобы потом звук нажать. С челами, с которыми мы сейчас бустим, ну типа мы тут не одни сидим, Ну, ну, мы вчетвером, типа группа. Так, всё. И есть чел, который, типа оператор, сидит там с магазинами, типа списывается, и нам, короче, заказы, да, дают. ну, Тут много одновременно групп сидит, потому что заказы, типа, они всем дают. И, короче, тут был оператор, какая-то баба Юля. Я не знаю, что там было у них точно, но Юля за день до начала сезона собирает всех челов, кроме главного, типа. Там есть еще главный чел, который, типа, берет процент. Понял? ну. Вот эта Юля всех собирает и начинает нам рассказывать, что этот чел вас обманывает. Ребята, он вас обманывает. Надо срочно отсюда уходить. И типа, есть выход, куда уйти. У меня будет все то же самое. Те же проценты, А, только без да. воровства. А, да. Бизнес-леди, бля. Все такие, ой, он нас обманывает. Он нас обманывает, типа. Короче, нет. Она это все рассказывала, все молчали. И я не знаю, она, наверное, думала, что все такие. Надо было подыграть Юля, надо было. Юля, мы к тебе ливаем. Чел с моей группы начал ей там всякие вопросы задавать. Первое, почему ты нам говоришь об этом за день до... Ну, типа, до того, как сезон новый начнется. До того, как, типа, бабки пойдут. И почему ты все это время, типа, молчала? Она там такая говорит, ой, я полгода, я не знаю, типа, я боялась сказать, мне просто деньги нужны были. А, да. А, да? Да, потом мы по рофлу зашли Блин. обратно в этот дискорд к этому челу. Он там сидел в канале. И он нам рассказал, что эта дура, короче, с ней просто что-то не поделили, ей хотели меньше денег давать. Там, там ее чел тоже работал с ней. Он рассказал, что она там типа, как это сказать, короче, она ему подкидывала изи заказы. Ну, короче, изи бабки для семьи своей делала. Это чел ее, который ебет и живет с ней.
Сейчас я босса убью, я врублю фразу, которую этот чел сказал, это топ. А, Про вот эту девку и ее пацана. это другой чел, это не лидер, да, Тот ваш? главный, Ага. тот лидер, это он сказал. Окей, окей, понял. Блин, Такой прикол, конечно. страсти Сейчас сидим, какие-то. Бустим, да, бустим и представляем ебало этой Юля, которая сейчас там одна сидит. Страсти какие-то, я не знаю, как будто в этих... В испанских В или смысле, каких-то бабки сериалах. нормально они рубят. Да не, это я понимаю. Так, а я пока... Я пока к тренеру сбегаю. А то я забыл на 12-м сходить. Тебе еще мать макарон не сварила? Или что? Что ты яблоко ешь? Да. Я позавтракал нормально. Или Нормально. проблемы с желудком? Нормально. Короче, врубаю, слышите? Ну, Потому ну. что она начала ныть, что у нее зубы гниют нахуй. Видимо, блядь, Твинс хуй плохо моет. Твинс это чел я, ну, ник его. Там все, бля, мне так нравится, все в интернете, по сути. И кто же, блядь, имен друг друга не знает? Какая-то мафия ебучая. Все, блядь, какие-то писары, какие-то Грагас. Грагас. Да. блядь. А я почему-то всегда, кстати, думал, то, что тебя, ну, они знают твое настоящее имя. Некоторые твой знают. товарищ. Макар, блядь. А, все-таки знаете, да? Его ты знаешь, его зовут Август. Серьезно? Его- Чела Август зовут. Это прям римское имя какое-то. А это же, блядь, в календаре. Ты календарь не читал? Капитан. Ты календарь не читал? Блин, пока тут смеялся, у меня питомец сдох. Сейчас сам тоже умрешь. Вот это прикол, блядь. На Хуйня 12 хуйня. левеле, кстати, могу в Красногорье. Тут Писар такие данжи классные понадобавляли эти фрики из Blizzard в сезоне. Идете весь данж, 70% трэша, 2 босса убиваете, проходите это за 10 минут из 30, да? Потом, блядь, все оставшееся время и еще где-то часик сверху на одном боссе вайпаетесь, потому что у него обилка хуёвая сделана. Она дамажит нереальное количество какое-то. Алсура не может отхилить. Ну, блядь, сам знаешь, Алсура как бы... 99-й логи. У него? Розовые логи в этом. В личе я имею в виду. Да кому не похуй, блядь. Еще когда эта Юля все это рассказывала, я по рофлу сделал никнейм в Дискорде, в который она нас позвала агент Эмпайра. Эмпайр это чел, вот этот главный, который. И скидываю в этот главный, ну, в Дискорд канал, типа, что я заскринил и гифку там, типа, Пепе Ноутед. Понял? Типа, А, понял, Пепе да. записывает в Да, журнальчик. да. Блять, я сейчас умру. Не, я уже. В итоге этот чел, ну мы все остались с ним, типа, что нам ливать, это
Дурак какую-то ерунду нам предлагает. Погоди, напомни, а какая ее обязанность была в вашей этой всей? Она была оператором, ей платили деньги за то, что она деньги... Ой, не деньги, а эти... Заказы типа сидела. А, заказы принимает, да? брала, Ага. Принимала, сдавала и все такое. А в чем прикол, типа, почему, я не знаю, Получала. среди вас нельзя распределить эту работу, или это, ну, затратно по времени? Если и- честно, по времени затратно. Да. Проще сидеть, просто данжи проходить. Ни о чем Блин. не думать. Просто получается, что какая-то вроде работа не такая уж и сложная, ну, на первый взгляд, конечно, я там не знаю нюансы. И тут еще такая хитрая, я извиняюсь за слово, выебанная дама. Которые в зубы гниют. Нам в итоге этот чел с нас стал меньше процентов брать. Ну, типа, потому что Нифига. мы, по сути, первые, кто не пошли туда. Потому что это Юля, я еще предложил мой, вот этот, с которым, типа, мы играем вместе, а что-то 20% дохуя, типа, ты, типа, ничего же не делала, ты просто всех нас переманила, а тот чел хотя бы искал, там, все собирал, типа, Ну да, конечно, а логично. ты, типа, ничего не делаешь, и там ей посчитали, сказали, типа, за месяц такие бабки иметь слишком дохуя. Она сразу сказала, нет, не нравится, идите отсюда. И все, блядь. И ушли. Сидит там сейчас, моет, наверное. Хуй. Зубы. Нет, зубы она хуй. Зубы отбеливает. Да. Ну, Что-то Дискорд умер, да, писар? да. Блять, короче, был я вчера в рейде. Я, блять, упал в текстурке на алгалоне. Сквозь пол, блять, этот ёбаный. А, колония? Да. И чё было? Как Ну, я упал? просто упал в пол под текстурки. Сейчас аплод скину, блять, я лежу нахуй. Можно скинуть? Вот. Убили? Да, мы убили с первого фла. Ну, блять, я упал в текстурке нахуй. Сколько? 15 лет. В игре. Да, за все эти годы не могут починить. Мне челы сказали, что это проклятие букваров в рейде. Да. Такая-то, они же вроде заявляли, Близы, когда они еще вот начинали восстанавливать еще все с ванила, они говорили то, что у них база данных, по-моему, было мало, наверное, сохранившись с тех времен, не? Может, поэтому до сих пор все вот это вот есть, ну, там, баги и так далее. Где-то я Баги слышал. те же, не? А как тебя, после чего ты упал по текстурам? Короче, босс сдох, меня ресают. Потому что я сдох от этого, от взрыва звезды ебаной. И по мне 16 тысяч, блядь, уебало. И я просто выхожу уже с арены файта, типа идем на консул, и я по пути просто падаю нахуй. Нормально? Сука! Плюс-минус такая реакция была.
Серега, купи мне аккаунт. Плюс за... Обменяю на свой аккаунт. Игра мертва, ну, кому это надо? Купи. Купи это. Купи танк. О чем Warcraft? Яблоко это ешь. Вычеркивай. Да. Серега, когда будет контрнаступ? Кого, блядь? Контрнаступ. Осуждаю. Он в курсе? Он же в Молдове живет. И будут, Так, погоди, бои контрнаступ где-то куда? звучали у него. На эту вот, на ПМР? Как ее там сокращение? Приднестровье. Да. Тут его знакомый рассказывал, что Молдова это великая страна. Что если они нападут на ПМР, ПМР умрет. Ну, как говорил один человек, в чем он не прав. И что если они убьют вот этих, кто там, не миротворцы? Там же не миротворцы, там кто-то другой, да? Ну как, там миротворческий контингент военнослужащих Ну вот РФ. контингент, да. То если они что-то с ними сделают, то все в страхе ничего не сделают. А так, Самый главный его аргумент был, что у России и Молдовы нету сухопутной границы. да. Я, кстати, один раз с ним потом говорил. Он обиделся и скатки тогда в доте ливнул прям. Ничего себе. Что, нашли в блядь? Да, он с ДС ливнул, мы доигрывали и проиграли. Потом он не заходил долго, потом мы как-то в доту с ним вместе еще играли. С кем-то еще. Обидевся. Какая сухопутная граница? Блядь, чуваки играют в доту, а кто-то говорит о молдовской сухопутной границе с РФ. Блин. Вот поэтому я в доту и не играю. Так, Короче, Сарк, когда на работу пойдем. что это у нас тут хардкорчиков ебашит? Нахуй работать вообще? Сколько ты поработал тогда? Бля, месяца 4 или 3, 4. Сколько? Нахуя? О, я это дольше, я 11, почти 12. Если считать практику 2 года почти. Устал. Очень сильно, больше не хочу. Бля, ну если еще практику мою посчитать и неофициальную работу, ну тогда у меня будет больше. Да это такой бред, нахуя работать? Пиздец. Ну да, зачем работать, если можно не работать? Это уже устаревшая какая-то херня. Я ж не должен никому. Тебе должен, блядь. Так, погоди, а родине кто будет долг еще отдавать? Тут же военную службу будут вводить. А, погоди, ты же гражданин Беларуси, да? Я не гражданин Латвии, да. Точно. Надо и мне съебать куда-то в Европу. Ты же в Европе живешь, да? В Прибалтику приезжай. Да. Тут народ Страна дружный. возможностей. Реально страна возможностей. Больших возможностей. Сдохнуть. Не, ну типа можно же реально пойти в посольство, сказать, что вот я там педик, меня угнетают, все А? Ну, попросить политического убежища. Всегда проканывает, как бы. А вот насчет вот Я этого в Молдове ЛГБТ, не обожаю. знаю. Работать заставляю.
Записывай так, календарь, одна штука. И все. И возят тебя на это, на территорию Латвии. Да, там и глядишь какую-нибудь карьеру. Был август, приедешь в Латвию, будешь Аугуст. Так я на своем языке и так, Аугуст. Нет, S в конце добавь. Да-да-да, это фишка, фирменная фишка. А, Ну, в Латвии, по крайней мере, в Литве, наверное, иначе. Там Аугустас будет. А вот как в Эстонии, я не знаю. У них все иначе. Видите, кто такой? Там у них еще с успеваемостью проблема, они немного заторможенные. Ну, по крайней мере, это местный мем. Приедешь август, блядь, будешь сентябрь. не знаю. Возможно. Так, стоп, так ведь рядом же есть братская Румыния. Чё не вариант туда? Скоро вместе. Тоже там вариант. вырубим. По сути, это одно и то же государство. Там вроде язык один и тот же. Хоть и называется иначе. румынский, охуеть, у нас типа тоже. Правда, я мало что знаю об этой стране, там, как там живется у народу. Цыгане. Ну, точно, да, родина. Историческая родина. Чу. 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 Э. Блять, аж микрофон пришлось выключать, чтобы посмеяться. Один народ. Две страны. Сечь. Чу. Чу. О, блядь. Мы в Молдаване. Короче, чурки мы. Да нормальные там люди, ну что, блядь, ну волосы у них темнее. У нас, кстати, в гимназии была именно вот РФОЛК, или как там называется, это вот международная учебная программа между другими странами. Именно, кстати, с румынами была почему-то. По математике. Математика на английском у меня был урок. Один из самых таких бесючих, это просто пиздец был. Та же математика, просто вот на английском. Просто те же программы проходили. И вот я вспомнил вдруг почему-то. Надо было что-то вместе с румынами делать. Какие-то исследования математические. Ну, румыны как бы не люди. Скорее, что Молдаване не чурки. В чем я буду неправ, если я это скажу? Что, когда у тебя день рождения еще раз? Забыл. В декабре. Какого дня? 7 число. Слушай, Грагос, так ты случаем не собирался там какой-то войс включить или что? Я ж включал. Погоди, я не слышал. Там Вот это. Сейчас повторяю. Потому что она начала ныть, что у нее зубы гниют нахуй. Видимо, блядь, А. хуй плохо моет. Я, видимо, Она упустил. денег просила ей докинуть, иначе ты больше платить. Вот он говорит, почему. Зачем, точнее. Не, ну так-то все оправдано. Услуги дантистов и чтобы прочее, это очень дорого.
Может, губку лучше купить и помыть? Учитывая, что я в детстве носил всякие эти брекеты, пластинки и прочее. И до сих пор проблемы. Слушай, вот они выпускают в ритейле новый контент, да? А старый, они обновляют его или нет? Там локации и так далее. Пока что нет. Ну, в смысле, сейчас пока что все еще в той же локе происходит. Бля, я с какими-то больными зашел опять. Какая боль качать конта без пета. Ну да, я частенько упоминал уже на стримах раньше, то что с 1 по 10 это... Ну это просто, я не знаю, как это описать. Это пиздец какая мука. Невыносимая. Там уже нужно уметь кайтить, как говорится. И выживать изо всех сил. Потому что там может даже один какой-нибудь рандомный моб тебя засолить. И ГГ. Это вот чисто с 1 по 10, потом уже будет проще. На 12 уже появляется заклинание Mend Pet, и будет уже попроще. Сможешь отхиливать питомца, и дело пойдет в гору. Там еще главное питомца получше выбрать, какого-нибудь кабана, медведя. Они подойдут лучше всех, я думаю. Блин, я опять бомж. Только 10 серебряных монет. Как так-то? Волка. Я, честно, я не помню, какие там способности в классическом Варкрафте у волка. Укус. И, по-моему, бафает на АП, вроде бы, да? Его крик. Мне кажется, волки, они больше подходят для ПВЕ контента. В плане вот, ну, данжи. Вот именно по данжам ходить. Почему я советую кабана и волка, медведя? Потому что кабан, он имеет чардж. То есть это прям одна из таких наилучших способностей, я бы сказал, да. Она прям первый урон наносит много. Плюс кабан жрет все подряд. Ты можешь кормить всем чем угодно. И все статы его, они там плюс-минус, ну, среднего параметра. Я помню, там у кого-то чего-то там меньше, у кого-то там больше силы, у кого-то больше вот выносливости. А вот кабан, он там плюс-минус усредненный. Как и по урону, так и вот по общим статам. А медведь, по-моему, он, ну, чисто для танка. Для танкования цели. И плюс, по-моему, медведь второй питомец, который также кушает все подряд. Вот тут вот во вкладке питомец показывают диету. Вот как видишь, целый большой список. Если не ошибаюсь, они кушают все. Кабаны и медведи. В хардкоре, я думаю, это одно из самых таких важных вещей.
Учитывая, что всегда будут проблемы и с голдой, и со шмотом, и так далее, и тому подобное. Лучше лишний раз на еду не тратиться. А скармливать все подряд, все, что ты лутаешь. Волк вот чисто вот для PvE контента, для данжей, для рейдов, наверное, я бы сказал. Волк. Потом, возможно, воздушный змей какой-нибудь. А так, ну, разве что для PvE контента, ну, то есть для того же хардкор челленджа, можно попробовать еще кота. Просто потому, что у кота самый высокий ДПС. Но только по этой причине. Кормить его надо мясом и рыбой, по-моему. Поэтому это плюс-минус еще терпимо. А так, высокий ДПС, думаю, тоже сойдет. Но брони у него вроде поменьше всех. Ну а в целом, если не нравится кабан, я не знаю, не нравится медведь, кот, можно, конечно, волка попробовать, какая разница. Питомец есть питомец. Таунт у всех будет. А так, допустим, я просто привык пачками брать мобов. Это как раз таки позволяет с помощью того же кабана, медведя. Думаю, какой-нибудь волк или кот этого не выдержит. Больше двух вряд ли. Так-то я, правда, еще не знаю. Этот рарный волк. Мне кажется, его также пофиксили, поэтому, наверное, нет смысла тоже охотиться за Люпусом, который в этом Дасквуде водится. Он отличался тем, что он наносил урон в ближнем бою от темной магии. По-моему, так было. Так это только в PvP работало адекватно. Да? Ну, Ну. типа, только в PvP тебе важно, что он Shadow Damage будет. Ну, тогда тем более, да. Тогда тем более, наверное, волк не совсем хорошая идея. Тогда уже лучше второго или этого рарного питомца брать. Это вот Broken Tooth, который называется. Он находится... По-английски Badlands. А вот по-русски я забыл, не помню. Badlands, да. По-моему, он там. Мне казалось, он в этом был. Как его? Возле Локмадана, короче, локация, которая. Ладно. Я что-то думал, что он был в этом. Забыл. Я сейчас умру, ну почему меня не хилят? Фрик. Я забыл, который хилил Локу. В катаклизме. Понял, там такие, типа, таурены на столбах жили. 1000 игл, думаешь? Да, разве не там? Не-не-не, точно не там. Я вообще-то, наверное, какой-то видос смотрел. Просто, типа, тоже песок, и я все думал, что это вот. Нет, 1000 игл, она левелом еще поменьше даже. Правда, этого питомца, кстати, Broken Tooth я вроде бы в жизни никогда не видел. Он там вроде спавнится раз в сутки, наверное, или как там, я не знаю. Но, по-моему, он единственный со скоростью 1 секунда, по-моему, или какая у него там скорость вроде бы, хз. Да, я именно скорость атаки быстро. Прям поломанный питомец. Ну, Он тоже в PvP сильный, потому что любой кастер, он ему сбивает очень ну сильно да, сбивает, по косты. сути, да, косты.
Да, было бы, конечно, Бля, мы прикольно заиметь просили такого. просто немного хила, и мы бы, блядь, сейчас труп не отправляли. 5 секунд минус ключа. Просто похилить, в чем проблема? Данж сейчас Ничего не проходишь, да? Да, ничего не происходит, я умираю просто. Предатели Родины. Ой, бля! Ай-яй. 4 мурлока сагрена. Ладно, no step back. Алик, отводи, ребят. Бля. Кабана убивают. Живи. Ну вот, кабан тут же восстанавливается. А будь это кот, короче, на этом месте, я думаю, он бы не выдержал. Нормально. Учитывая то, что я выше левелом, живем. Медведь, думаю, тоже без проблем бы разобрался. Блин, надо будет мне как-то в один день заняться подборкой какой-нибудь бесплатной музыки. А то хоть у меня сейчас вполне годнота играет, но иногда поднадоедает одно и то же слушать из раза в раз. Если ты не бесплатную загрузишь, тебе бот удалят? Или ты А, не сможешь это видеть? авторское право. Авторское право может прилететь, если прям какое-то знакомая какая-то музыка или музыка. Ну да, знакомая музыка, по сути. Типа, вот, допустим, условно Эскимо Калбой, допустим, если я послушаю, прилетит вот от правообладателя какой-нибудь звукозаписи студии, я не знаю, которая там имеет право. И удалять не надо, но скажут, типа, монетизация на этом видосе отключена. Монету получает автор. Прям такое требование об удалении приходят, ну прям вообще таких, которые, наверное, супер-мега популярные авторы. Это вот, насколько мне известно, 100% это Рамштайн и AC/DC. Но я не особый фанат AC/DC. И Рамштайн, ну Этих такое. клоунов на Рамштайн, кстати, одно время не было на Google Music, я не знаю почему. Я так сейчас плюс-минус посмотрел. Группы, которые вот в нулевых, в 90-х не получили популярность. И поэтому вот некоторые, допустим, вот они вот на том же Spotify, вот вроде ты их не найдешь. И плюс никто не приобрел право на них. И вот, к счастью, вот так вот получилось найти немного. Музыка, допустим, некоторые саундтреки из игр тоже. Большинство, допустим, в некоторых играх есть такое. К счастью. А так, да, чуть что знакомое врубается, все, пиздец. Есть, конечно, это, фанатека Ютуба. Но там, блин. Я поначалу, конечно, попробовал это использовать, но потом так прислушался. Ну нафиг, там музыка чисто под рекламные ролики такая. Или в лифт какой-нибудь вставить такие мелодии. Сейчас, благо, появляется все больше и больше YouTube каналов, которые именно вот no copyright распространяют свою музыку. Вот я ее использую. Мне кажется, в этом плане, кстати, пожестче на Твиче. Учитывая то, что там много запреток, да? Мне кажется, это всем известно.
Там нельзя вот ЛГБТ, вот это вот все оскорблять и так далее. На Ютубе с этим попроще. Пофиг. И там, если вот какая-то авторская музыка там вот прям прозвучит долго, потом в записи стрима, если ты будешь смотреть, да, оффует звук. Не знаю, я столкнулся с такой фигней, что когда ты смотришь какого-то стримера, там челу типа задонатили смешную фигню, я хотел другому показать, знакомому. Открыл запись, а этой херни не было. Просто вот смотришь стрим, он все говорит, чел, и типа доната нету этого. Разъединяет эти дорожки, и она дорожка с музыкой и дорожка с, короче, с звуком доната, где может типа что-то произойти, она не идет вообще в запись. Странно. Это на Твиче, да? Да. Ну да, вот, это, вот эти вот причины, я поэтому и на Твиче и ничего не делаю особо, и не стримлю, и ничего не делаю, ну нафиг. В жопу. Мне кажется, Twitch уже совсем скатывается больше в IRL тематику. Так, а есть разница, где и какого уровня кабанчика приручать? Да, конечно, есть. В самых стартовых локациях есть риск, то, что ты, допустим, приручишь кабана, у которого изначально нет никакой способности. Сейчас я подробнее об этом расскажу, я тут квест доделаю. Так. Допустим. Вот есть кабаны, допустим, вот тут вот в Элвинском лесу. Они есть вот здесь вот, на юге локация. А есть на юго-западе. Вот там, где гнолы пасутся, вот на границе с западным краем. Вот там, допустим, я приручил кабана 10 левела. Он черного цвета. Но почему-то у него не было его, так сказать, расовой способности. Расовая способность кабана — это вот рывок. Чардж. Я не приручал вот этих вот, которые тут вот на южной части локации, я не знаю. Но я приручил вот, после того, как я сделал квест на приручение питомца в Дунмороге, потому что я дворфом теперь играю, я нашел кабана там, где-то вот здесь вот, возле столицы. Приручил его, и вот у него уже есть выученный ранг 1. Это вот для начала, да? А потом, соответственно, чем ты выше уровнем и встречаешь тем выше уровнем, соответственно, мобов на карте, у них будет, соответственно, способности повыше уровня. Тебе надо будет по ходу прокачки приручать питомца и выучать его способность. Нет, выше себя нельзя. По-моему, твоя способность, вот Tame Beast, она не сработает. Она то ли срезит, то ли ты тупо не сможешь нажать на монстра, который выше уровень тебя. То есть, вот, к примеру, вот, допустим, вот у моего кабана на 8 левеле был рывок 1 ранга. А вот кабан, допустим, вот в западном крае, у него, допустим, я не знаю, на 12 левеле уже будет ранг 2 этого заклинания. Тебе, соответственно, придется приручить того кабана, чтобы изучить рывок 2 ранга. Несколько раз его надо использовать в бою, и в чате будет написано то, что вот, ты выучил новую способность. Новую способность рывок 2 уровня. И она будет отображаться вот в этой вот способности Beast Training, вот здесь вот в списке. Но чтобы не чередовать своими питомцами, тебе придется вот твоего основного питомца оставить где-нибудь у этого стейбл-мастера на время. Купить там слот. Первый слот стоит, по-моему, 5 серебряных монет всего лишь. Его оставить и на время приручить какого-нибудь другого питомца, чтобы выучить его способности. И вот так вот постоянно, постепенно будешь прокачивать. Это что касается активных способностей, да, вот, допустим, тот же рывок, потом там укус появится. Укус есть у некоторых питомцев, не только у того же кабана, там, да, у паука, у волка, но это логично. А еще можно будет потом обучать пассивные способности, типа вот броня,
хп. Но это у тренера обучаешься. Это тренер, который стоит прямо рядом возле тренера охотников. Так, я смотрю, мне тут можно много чего обучить. И вот точно так же в этом окошке без тренинг потом ты обучаешь способностям своего питомца. Они будут стоить эти вот тренинг points, которые питомец получает с каждым уровнем доверия к тебе. Вот, у меня, допустим, сейчас вот 3-й уровень доверия. Он со временем становится выше, до максимального, максимальный 6-й уровень доверия. Чем выше уровень доверия, тем меньше он будет просить у тебя хавчик, допустим. Как-то так. Там со временем, думаю, поймешь сам. Будет проще. Так, а у меня плейлист закончился, надо поменять. Ну, если какие-то вопросы еще появятся, спрашивай. Слушай, Макара, а какой последний максимальный ключ, который можно пройти? Типа самый высокий. По сути, нет максимального. А, то есть это уже в пределах игрока, да? Ну да. Ну а ты на каком сейчас? Мы сегодня в 18-м вайпались. Ну это, по-моему, недостаточно Но высокий, пока да? что самый большой, который пока что прошли, это 22-й, я видел вроде. Ну тогда норм, тогда норм. Я помню, там в Драконьих островах, там какая-то была еще отдельная локация, типа островка. Не помню, в какой-то части. Но она, по-моему, не была как бы доступна, открыта, скажем так. Туда можно было прилететь, но там ничего не было. Ее сейчас открыли. Сейчас вот я открою карту. Да. Да. Открыли, да? Там, наверное, какой-то данж. Не, кстати, на островке на этом вообще ничего нету, кроме там квестов. Так, Dragon Isles. Вот я открыл. The Forbidden Reach, по-моему, это называется, да. Я вот туда летел, чисто ради интереса. Блядь, какие же фрики тупые играют, я не могу, это просто пиздец. Что там? Чел опять, я еще спрашиваю перед пулом босса, ты знаешь, что ты должен быть сожран, чтобы босс в энрейдж не впал? Да, да, да. Все та же проблема. Опять притяжка, опять босс получает, блядь, плюс 150% урона и 20% хосты. На 2 минуты. И убивает, блядь, за один пук. Да, не завидую я. В таком случае, действительно, лучше всегда собирать свою пачку и играть только Дискордом. Не иначе. Я так-то еще помню в гильдии пробовал. Я в какой-то состоял гильдии. Ну, это вот я тоже на Америке, когда еще играл. Но там была проблема то, что пинг все-таки немножко другой. И из-за пинга я не мог там одну механику выполнить.
Просто тупо не успевал добежать до колонны, чтобы спрятаться от одного босса. Это тоже был замок Нафрия. Один из этих гигантов. Забыл, как он там называется. Он там Легу выкидывал для АДК на уничтожение. Я тупо не успевал, блин, потому что у меня интернет немного лагал. После 2 или 3 вайпов меня просто нафиг выкинули из пати. Так, ну что? Неужели я закончил все квесты в Элвине? Найс. Так, получается, остается что у нас тут? Пара квестов поговорить, сдать. Надо бы кожу пофармить мне. Все-таки в классике профа важна. Как там в ритейле, я не помню. Вроде бы изменили профы, да? В ритейле. Да. Они теперь более важны, даже крафтовые. Я, правда, их все равно не прокачивал. Я прям вроде там... Вроде бы все тупо для сбора. И все. Что-то я смотрю сегодня у нас в чате. Тут всегда показывает, кто и как помер. Что-то как-то не густо. По-моему, в течение вот... Сколько тут стримили? 2 часа. Да, как-то не густо по смертям сегодня. Аккуратные какие игроки. Обычно люблю читать, кто по какой причине, от кого. Трика онлайн. Плохо.
под тюрьму. Штормграда такие же помещения. Правда, почему-то выход у этого данжа находится в самом Штормграде, по сути, в воде. А вот вход они сделали в водопаде, который прям вот рядом снаружи из города в Элвинском лесу. Есть озеро слева от города, и там вот водопад. И вот там почему-то вход они сделали. Странно. Я его случайно обнаружил вчера, по-моему. Так, ну шо. Сейчас буду чекать кастомную локацию хай-эльфов. Что они там понаделали? Я сейчас усну. А какой у тебя режим? Сейчас спать пойду. Проснусь часов. Типа у тебя наоборот, да? Как Сети. обычно, я так понимаю. Как и раньше. Да. И как, нормально себя вообще ощущаешь так? Просто я, блин, что-то сомневаюсь, что так можно нормально жить. Со здоровьем-то все нормально. Угу. Везет. Я бы со своим здоровьем точно так не потянул бы. Как думаешь, лучше взять двуручное оружие для ханта или все-таки на 20-м левеле парными владеть? Твое мнение. Вообще не знаю. В чем плюс? Ну, статы, наверное, если парные, могут быть больше. Но когда персонаж носит парное оружие, по-моему, увеличивается шанс промаха. Прям сильно так увеличивается. Двуручное А хоть ты и что, медленнее. милишником не сможешь быть? Ну вот, сомневаюсь просто, что я могу успешно, допустим, слово кидать на врага в ближнем бою. Винклип. Я просто тут одну уже одноручку выбил. Я думаю, продавать ее или оставить. Двуручка хоть и медленная, но, блин, она как долбанет, так долбанет сразу. В случае чего. Я просто вчера на другом своем ханте играл. И, ну, блин. Вот, допустим, убиваю одного моба, и минимум 50% моих ударов в ближнем бою это промахи. Я вот не помню, на какой там процент снижается попадание. У разбойников та же фигня, по-моему. Не знаю, как сейчас там на ритейле, но в классике вот так. Так. Надо продать всякое говно тут.
А сколько сейчас там нормальное количество хп у персонажа? Опять, наверное, заоблачные цифры, да? У меня сейчас 400. 400к. Это так было, по-моему, в Пандаре или в Дреноре, не? Угу. По-моему. Какой-то монтанк стоит. Ну, 600. Мгм. Короче, я не могу ключ собрать, я спать ушел. Ну иди, да, иди отдыхай. Так, я тоже тогда отключусь от Дискорда. Так, 2 часа. 2,5 уже стрим идет. Так, ну что, тогда пойду смотреть. Кто там у нас? Кастомная локация хай-эльфов тогда. Я уже упоминал то, что я там за паладина чисто так
Так, радар поиска сокровищ тут не действует на кристаллы, ладно. Ну и ладно. В принципе, без проблем. Тут вообще они спаунятся, по-моему, быстро. Их много тут. А это просто продолжение цепочки. Этих вот эльфов. Хай-эльфов, короче. Цепочка квестов. Так, тут багается камера немного. Это вот берется квест Златоземье в таверне у эльфа. У хай-эльфа. И начинается цепочка. Там мы знакомимся вот с этой локацией, с их локацией. Ну и, соответственно, вот это продолжение. А дальше я не знаю. Я после этого квеста потом покинул локацию, ничего не взял. Это было на предыдущем персонаже. А тут хочу узнать, что будет дальше. Написано, что вообще квест для 60-го левела. Нифига себе. Так, где выход? Так, ну я так понимаю, где-то наверху, наверное, будет их квартирмастер. Если здесь нету, надо будет тут наверх посмотреть, сходить, побегать поверху. Так. Плюс 50 медных монет. Да, и правда, зачем он? Бесполезная хрень. Больше никакие квесты тут недоступны. Круто. Репутация все еще нейтральная. А, вон еще вижу квест показывает. А, ну это... Это не то. Это квест у всех есть такой. Окей. Да, видимо, все. Хорошо, а где квартирмастер-то? Надо будет гуглить, наверное. Ну, во всяком случае, у меня тут посох есть нормальный. Лук тоже. Паладин трейнер. Прист трейнер. Либрариан. Интересно. Так, а тут у нас что? Тут у нас Рок тренер, Хантер тренер, Warrior тренер. Выучим арканшот, мне тогда на 12-м денег не хватило. Так. А, вот и квартирмастер. Ну-ка. Что у них тут? Они как раз лук продают. Прикольно. Но, правда, мой... А. Мой уступает по ДПС и по скорости. Но общий урон у меня лучше. Поэтому такое. Такое себе. Так, посох, вот он, да. Плюс 5 хп. Блин. Я бы его взял. А так что-то еще в целом для лоу-левелов.
Я так понимаю, я только вижу то, что я могу для ханта купить. Потому что я не вижу те другие награды. Да. Потому что я помню, были другие еще для паладина, для мага. Так, ну окей, а как тогда? Как тогда еще повысить репутацию у меня? Donation of War. А шелк у меня... Блин, шелк это... Это же не шелк. А, вот этот квест точно, он в квартале. Тут же в столице людей, да, в Штормграде. Вот в районе Дворфов сделали небольшое вот поселение для хай-эльфов. Вот здесь оно и находится. Это квест берется у Энта, у древня. Там непонятно, правда, что там надо делать, я еще не делал. И, по-моему, еще в Стальгорне. Вот здесь, по-моему, специальный район. Да, район для эльфов. Там чисто пару палаток поставили им. Вижу, квесты есть. Вот туда, наверное, я изгоняю. Хотя так, стоп. Тут же портал, по-моему, есть. Телепорт. Или я не туда пошел. Ладно, проверим. Что наверху. А так прикольно, молодцы, красиво сделали. Хоть и по сути это копипаст. Так, тут у нас ничего, да. Надо идти вниз. Так, сейчас туда спустимся, посмотрим, где этот портал. Возьму квестов, поделаю и куплю этот посох. Выживаемость сейчас чуть больше, мне нужно чем урон. За урон будет отвечать мой кабан. Кстати, в плане питомцев я еще так подумал. Думаю, сойдет сова тоже. Вот те совы, которые в Тельдорасиле живут. Они тоже неплохие. У них, правда, питание только мясо, к сожалению. Но как питомец они тоже вполне надежны именно для прокачки. И освоение ПВЕ контента тоже. Я только забыл, какие у них там особенные способности. По-моему, крик какой-то должен быть, но он, по-моему, не повышает АП, а снижает, по-моему, АП врагу. Вроде бы так. Так, я пришел отсюда. И что дальше? Вот так вот. Все, я обратно в столице. В принципе, я, конечно, могу глянуть Apple Day квест. Попробовать разобраться. О, в бою с кем-то там 1 на 1 вышел. Или 2 в 1. Было бы обидно. На 8-м. На таких уровнях лучше иметь при себе каких-нибудь, там, я не знаю, парочка вот этих вот зелий для ХП. Minor Healing Potion. В Элвине как раз таки за один квест сразу 5 штук дают.
Вот если есть хотя бы одно зелье, все, тогда можно немножко хотя бы чувствовать безопасности. Обязательно бинты тоже изучай. Без бинтов никуда, без первой помощи, да. А там уже профу, ну, на усмотрение. Я поначалу на первом своем персонаже, который у меня помер на 20-м левеле, была алхимия, но я ее так и толком не использовал. Поэтому сейчас я прокачиваю снятие шкуры кожевничества. Думаю, будет больше пользы. Там, короче, в чем фишка? Вот на таких уровнях. Самое главное, перед тем, как ты вступаешь в ближний бой, ты должен нанести прям вот максимальное количество урона в дальнем бою. Желательно хотя бы до половины довести. До половины хп. Это будет уже хорошо. Так, Apple Day. Inspect and help him grow back his fruit. Speak with a nearby druid to find... Ага. Блин, ни хрена не понял. А где этот друид? Так, это что? Ага. Метлу продает. Да, у меня есть пал 37 и приз 34, их легче было качать до 10. Да, соглашусь, конечно. Приста волшебная палочка можно приобрести. Да и он там отхиливается, во-первых, у него там щиты, ходки. А паладин тут, он, по-моему, самый перелопаченный класс из всех. Я там изучил, там плюс-минус его, да. Тем более, паладин это мой мейн вообще в классическом Варкрафте, вплоть до вот ЛК. Там за паладина вообще на изи. У меня тут 60-й есть ретрик. Правда, я его просто в армоде прокачивал. А так, да, я думаю, там в проте, наверное, правда, выгоднее. Одноручка, щит, там просто АОЕ хил, АОЕ дамаг повсюду. Заливать лужами, это прям вообще офигенно. Очень просто, мне кажется. Но потом, после 10-го, 10-й, 12-й, вот тогда будет куда проще. Будет чувствоваться разница. Блин, да что делать-то? Ладно, короче. Не буду париться. Полечу лучше к дворфам. Сделаю там какой-нибудь квест на репутацию и все. Там паладина, кстати, очень даже хорошо переделана талантовая ветка. Там теперь очень выгодно, скажем так, блокировать все атаки, потому что при каждом блоке там можно восстановить ману, если прокачать нужные таланты. Поэтому очень много пассивного урона можно сделать в прот-паладине. Там ретри аура, лужа, благословение, плюс еще там способность какая-то, который тоже дает блок. Потом сам щит можно бафнуть, ну, то есть зачарить каким-нибудь шипом, добавить шип. У меня на официальном классическом Варкрафте так и остался левел 60 прот паладин. У меня там даже есть этот эпический щит, Skull Flame Shield, там где череп с огнем. Там вот пипец, просто столько пассивного урона от паладина. Я им на изи фармил данжи лоу-левела.
собирал шмотки для твинков и продавал на аукционе. Ну да, вот бродбал это прям вообще изи. Брод, потом холли, я бы сказал, наверное. Либо плюс-минус они одинаковые, либо все-таки брод чуть-чуть полегче. А вот насчет пристов, не знаю, я за них как-то особо много не играл. Максимум доходил до 35-го какого-нибудь левела вообще. Так-то там... Помню, в ДЦ ветки есть разве что на волшебную палочку баф к урону. Это хорошо. А у ШП там первые таланты тоже как бы после убийства цели тебе восстанавливают ману. Тоже как бы неплохо. Поэтому, ну, трудно сказать. Кем там лучше играть? ДЦ, Холли. Сейчас я гляну ради интереса таланты какие у ДЦ и Холли. По-моему, ДЦ там, по-моему, вообще не изменен. Вроде бы, да. А, ну чуть-чуть изменили ДЦ приста, по-моему. Вот то, что поглощение, вот этот Power Word Shield, не возвращал урон обратно. Такого, по-моему, не было раньше. А так, ну вот Холли Нова, наверное, хороший. Хороший талант и плюс талант Blast Recovery. Восстанавливает ХП после получения урона. Тоже хорошо. Но вот данжи, да, я вот тоже постоянно думаю, ходить по данжам, пока вот я в хардкоре или нет. Я вот думаю, может быть, просто тупо по квестам качаться и все, и не париться. Не хочу я как-то доверять свою жизнь Пилу. И беда в том, то, что танку, по сути, ну, бежать некуда. Потому что все крипы на тебе. То есть, да, ты, конечно, там паладином, ну, кинешь на себя боб, я не знаю. Несколько шагов сделаешь, чтобы убежать, ну и что? Хотя, может быть, он агро снимает. Бабл. Но так, в целом, я сейчас смотрю, мне больше, наверное, нравится все-таки ШП. Я бы играл за ШП. Вот первые прям тир-1 таланты у ШП хорошие, оба два. Восстанавливает ману, дает шанс к стану. Да и в целом много контроля у ШП. Я смотрю, по-моему, ШП вообще не изменили на черепахе. От слова совсем, походу. Ни одного таланта даже. Мне просто сказалось, что то, что хотя бы, там, я не знаю, хотя бы один талант везде изменили, но походу нет. ШП, видимо, первая ветка, где ничего не изменили. Но вроде бы дополнительные способности добавили. Чтобы ману восстанавливать. Ну, скучно, да, без рисков. Рисков, конечно, может быть скучно. Монотонная прокачка на мобах тоже может надоесть. Из локации в локацию. Плюс награды, как ни крути, все-таки будут лучше. Допустим, с того же Марадона. Просто банальный квест сделать на принцессу. И там награда. Одна из наград — это лук. Я бы, наверное, в этом случае, вот если ходить в данжи, я бы тогда с радостью просто приглашал бы всех членов группы в Discord, чтобы можно было бы корректировать действия. Ну и тогда, конечно же, было предпочтительно так, чтобы все друг друга понимали. Там, я не знаю, ну,
условно, допустим, всех русскоязычных взять и с ними прокачиваться. Вот это было прикольно. Так, что у нас? Take Downster and Little Silvermon. Мгм. Хорошо. Штормград. Просто отнести. Так, это далеко идти. А это? Так, тоже поговорить. Окей, допустим. Попробуем на этих квестах достать репутацию. Ну, ключевые роли танк и хил, это было бы неплохо. Тем более, когда танк и хил толковые ребята знают, что делать. Правда, я бы собрал полный стак, наверное, тогда бы уже. Тут на самом деле, кстати, много русскоговорящих, я смотрел. И гильдий полно различных. И маленьких, и больших. И так просто по никнеймам смотришь. Такое ощущение, что где-то, ну не знаю, 30-50% русскоговорящих. Каждый раз по-разному такие плюс-минус ощущения. Так, а если я дальше буду делать уже от нее этот квест, я, наверное, буду зарабатывать другую репутацию. А, так тут все уже, осталось 50 репутаций. Я, по сути, могу просто сдать тот квест и все. Отлично. Это ж изи. Так, тогда получается все. Я лечу в Штормград, сдаю квест и обратно возвращаюсь в ту кастомную локацию. Кастомную локацию хай-эльфов и покупаю себе посох. Так, серебро у меня вроде бы, да, подкопилось тут неплохо. В какой-то веке есть копейка. Хотя скоро 14 левел, опять буду на нуле. Надо будет пофармить кожу. Да, после того, как приобрету тот посох, буду качать профу, наверное. Еще в Володинском лесу пофармлю. Так, снятие шкуры у меня 51. Неплохо. Ты, кстати, если сейчас с хантом играешь, когда мы будем плюс-минус одинакового левела, если что, обращайся, я могу тоже сделать лишние комплекты брони. Торговать можно между игроками, если левел не больше, если разница в левеле не больше 5. Плюс-минус 5, короче. Я могу бесплатно сделать, без проблем. Комплекты брони. Кожаные. Так, получается, наверное, я вот это все-таки все продам. Посохом
лучше, тем более я еще раз буду посох покупать. Это у нас двуручка, а парные, ну их нафиг. С парными часто промахов. Думаю, в хардкоре лучше играть через двуручку. Так, по стрелам у нас пока все нормально. Как ни странно, стрелы у меня на этом персонаже медленно кончаются. Насчет колец, кстати, напоминаю, если не в курсе. Одно кольцо вот это вот можно достать с мурлоков, которые возле Златоземья тусуются. Там чисто с них падает шмотка, которая дает квест на это кольцо. А второе кольцо можно получить за квест в Тель-Расиле, возле входа в Дарнас. Кастомный квест. Неплохо так, 13 левел. Но еще даже не был ни разу в западном краю. В западном крае. Думаю, то, что с 10 там прокачка, это вообще адская мука. Нет смысла туда, наверное, идти с 10. Так, точно. Пока тут вспоминаю. На западном крае надо взять квест. Почему-то вот у меня последняя обновленная версия моего квест-хелпера. Блин, меня так пудрит мозги. Что нужно, то не показывает. Что не нужно, то показывает. Странно. До 10 без проблем возьмешь, я уверен. Это можно взять в течение дня, не спеша. Главное, не брать больше 2 мобов в бой против себя своего же уровня. Это будет затруднительно. Вот я вчера, допустим, дрался против медведя. 1 на 1, но он 60%, 70% даже может снять. Там еще все зависит, как я и говорил, от того, сколько ты урона нанесешь в начале. В дальнем бою. Я еще обычно перед тем, как вот он только начнет тут приближаться уже прям вот перед носом, ближний бой начнется, я обновляю, естественно, яд. Это вот чисто на всякий случай такая заметочка. Чтобы больше было еще входящего урона. Помимо ближнего. Так, ну вот, отлично. Дружелюбие есть. Так, получается, тогда этот квест я могу отменять. И иду снова в башню магов. Да, пойду так. А у тебя, кстати, какая раса? Дворф, гном или эльф? Или хай-эльф? Тут, по-моему, все, кроме хуманов, могут. Или вообще за Орду? Кто там вообще в Орде? В Орде? Орк, Таурен, Андет, Тролль.
это я продал. Ну да. Все верно. Ну не страшно. Главное, что это было не смерть на каком-нибудь там 50+. Получил небольшой опыт. Впредь буду более аккуратным. Главное получать от этого удовольствие. А мне прокачиваться почему-то нравится. Очень даже. Прокачиваться и ПВП. Рейдить и ходить по данжам. Ну, по данжам еще классическим ладно. А вот рейды я ненавижу вообще. Очень ненавижу. Мне вообще лень тратить кучу часов на прохождение какого-то рейда, неважно. Это классика или какой-нибудь ритейл, там, не знаю, пофиг, какой аддон. Я до 10 качался в Элвинском лесу. Хоть я и стартовал за Дворфа до 5, я прокачался в самом старте, как и обычно, а потом ушел в Элвин. Просто потому, что в дворфийской локации я никогда не прокачивался. А вот Элвинский — это моя любимая локация в игре. Я тут все знаю. Тем более тут есть кастомные квесты, которые еще дают неплохую зелень. Вот, допустим, вот тот же нагрудник, да. Плюс 5 к выносливости. Тоже кольцо. Я тут достал. Тут больше игроков. Интереснее. Кожевничество можно легко прокачать, просто фармя чужие трупы. А потом уже на 10 вернулся обратно, чтобы сделать квест. Так, где-то у нас зверей побольше будет. Ладно, пойду туда. Так, сундука там. Нет, не вижу. Блин, никогда не вижу там сундука на этом сервере. Да, неплохой такой урон в ближнем бою с двуручки. Пока что даже, походу, сильнее, чем выстрелы. О, очередная сумка. Продам ее. Блин. Походу зверей как-то маловато, надо было в другую сторону идти. Ладно.
Пойду тогда вот на восточную часть, там где медведи есть и проблеры. Там побольше зверей. Собираю там кожу. Ну, лутай. Так-то. Жаль, не падают рецепт.
Такие квесты, кстати, куда проще делать, когда... Так, что это там за сходка охотников? You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling Да, конечно, влияет. Только надо смотреть аккуратно. Потому что если, допустим, на шмотке или оружии там, ну или на бафе написано просто Attack Power, то это да, это общая атака. И дальний бой, и ближний бой. Но может написано быть и Melee Attack Power, да. То это уже значит только ближний бой. К примеру, паладины, когда кидают тебе кулак, это значит, что вот они тебе кинули только баф на ближний бой. О, еще одна сумка выпала. Допустим, многие паладины, если вообще не все классики, они бафуют по дефолту охотников именно кулаком. Хоть там и ясно написано, то что увеличивает твою силу атаки в ближнем бою. Поэтому, допустим, если у тебя паладин будет бафать на кулак, ты ему говоришь, что это бесполезно, как бы, пусть лучше бафнет, я не знаю, там, на реген маны, к примеру, или каску кинет. У меня тут вот предыдущий мой посох, он был как раз таки на Attack Power. Он давал там плюс 8, по-моему, было. Я его просто продал. Продал уже, да? Да, продал. Нету его. Неплохой такой баф был.
Как же тут много кожевников, я смотрю. Да, кстати, насчет кормления питомцев. Это баг или нет? Но когда кормишь питомца, вот когда он у тебя появится, вот feed pet обилка, то ту еду, которую будешь кормить, не выкладывай ее на панельку. То есть нажимаешь просто способность feed pet и выбираешь именно из сумки, чем покормить. Потому что иначе почему-то это никак не повлияет. Ты впустую будешь тратить еду эту. Я вот не знаю, почему так работает. Так, сколько у нас тут обрывков? Нормально. Поделаем немного. По-моему, еще тут много зверей. Тут еще пофармлял. Да, тут уже они лежат. Некоторые, как на блюдечке. Да, прикольно. Падает малахит, вот всякие вот эти вот драгоценные камни у меня еще в банке, по-моему. Тигриный глаз. Но в итоге, когда я пишу в чат то, что хочу это все продать, никто не хочет это покупать. Как ни странно. Оказалось бы, для профессии очень надо.
Там и для кузнечного дела, и для инженерного особенно. Очень странно. Ну да, может быть поэтому. Может быть потому что ты как мусора. Я пока своим паладином на 60-м левеле тут фармил мертвые копи. Тоже их набрал. Прям вообще немерное количество. Стаки. Чисто вот фармил, чтобы собирать там для инженерного дела всякие разные вещички. И металл, камни и прочее. Ну и плюс одевал своих клинков для 19 левела. Мертвые копи. 21 плюс левел собирают. Ой, маловат. Я бы не пошел раньше 22-го. Учитывая, что там последний босс такой себе. Как бы опасный. Спаунит. Сколько вот там охранников спаунит? Еще плюс 2 или плюс 4, по-моему. Ван Клифф. Поэтому, ну нафиг, я бы не рисковал. Так, ладно. Делаем еще кожу. Сколько тут, наверное, на 30-ке, наверное, будет зеленый уже навык. Да, на 30-ке. Так, ну что ж. Сколько у нас тут уже? 3,5 часа идет. Ну, еще чуть-чуть тогда оформлю. И буду, наверное, заканчивать. Завтра начну с прокачки профессии кожевничества.
Так, ладно, волка отправлю туда. Этого пока снимем. Так, сумки тоже, смотрю, потихоньку заполняются, да. Так, ладно, все, дошел до края. Тут уже границы локации. Идем обратно. Зимье. Посмотрим, стоит ли там палаточка. Если будет палаточка, я еще постою немножко под палаткой. Так, палатки. Нет. Нету, так и нет. Так. Тут нужно еще один обрывок. Как раз для 3 кусков. Так, есть один. Так, ну мяско, я думаю, так вот. Половину продадим, половину оставим для кормления. А малахит, ну пока оставлю, закину в банк. Потом посмотрим. О, а вот палатка. Отлично. Ну вот, перед выходом постою немного. Так, а что у нас будет дальше там? Кожевничество. С 35-го, значит, появятся штаны. Отлично. Так, а у меня сейчас сколько? А у меня уже 30 точно. Хорошо, хорошо. Нагрудник фигня, мне не надо. Ботинки. Хорошо. Перчатки, другие штаны. Отлично. Смогу неплохо так улучшить себя.
Ремень. Плащ. Хорошо, надо будет завтра так очень плотно заняться профессией. Потому что тут я уже смотрю на 85. Нужен 90 вот, для некоторых шмоток. Моего левела. 14. Да. У меня там кожи, я не думаю, что хватит прям вот до сотки дойти. Надо будет так фармить опять же тут. Так, хорошо, ладно. Буду еще тогда, наверное, потихоньку квесты собирать на данж. Что у нас тут? Двуручный топор, надо будет как-то обучиться тоже слетать. В этот, в Ironforge, Стальгорн. Двуручный топор тоже выучу. Да и вообще, в целом, наверное, надо все двуручные оружия выучить. Ну молот я не могу носить, это я помню. Ну, если будет лишняя голда, то и одноручные мечи. Там уже буду смотреть по статам. После 20-го. Если по статам лучше парные носить, тогда буду носить парные. Не проблема. Посох, вот, кстати. Вот я все думаю. А стоит ли стырить посох? Потому что, ну, блин. Выносливость есть выносливость. Интеллект у охотника тоже есть. Дух тоже нужен. Как говорят охотники, все является охотничьим оружием. Правда, это будет, конечно, плохим поступком с моей стороны занизить посох. Так-то лучше, конечно, копье взять вот это на 7 ловкости. Нагрудник, думаю, мне особо не нужен. Я все равно получу другой. Тут только если плащ или меч. Ну ладно. Об этом потом. До этого еще надо дожить. То, вспоминая предыдущий опыт, дожить не удалось даже. Хоть и собрал все квесты. Так, ладно. Под палаткой посидел. Все, хватит. На сегодня тогда завершаю. Ой, всем спасибо, кто сегодня был. Сегодня так отлично и поболтал, и поиграл. И в Дискорде пообщался с другом. Хороший стрим. Завтра, думаю, тоже поиграю еще. Зайду за ханта на хардкоре. Так, завтра у нас пятница. Да, наверное, зайду еще. В крайнем случае, если уж прям не захочу, то тогда стрим все равно будет, но если будет, то по другой тоже игре. Вполне возможно. Потому что давненько не стримил другие игры. По типу Holdfast или Лиги Легенд. Посмотрим. Но скорее всего будет хардкор. Хочется в хардкор пока что поиграть. Так, да. Ладно. Да, на сегодня все тогда. Отключаюсь.